Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Андрей Дуйко, я начинаю вести трансляцию. Провожу я ее сегодня из своей киевской квартиры. Хочу еще раз поздравить всех с праздником 8 марта. Давайте быстро напишем, видно меня или слышно, и начнем уже наш вебинар. Здравствуйте. Наталья Семенова, здравствуйте. Ирина Бакунина, здравствуйте. Рената Найдовская, здравствуйте. Александр Клименко, здравствуйте. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, у вас получилось подарить первую ступень в честь 8 марта своим знакомым? Татьяна Крылова, здравствуйте. Видно и слышно. Здравствуйте. Вы неоднократно подчеркивали значимость эстетизма в жизни человека и указывали, на что конкретно влияет. Почему же такой гений, как Вивальди? Очень интересный вопрос. Почему такой гений, как Вивальди, купаясь в эстетике, умер в нищете и при жизни жил от получки до получки? Очень хороший вопрос. Дело в том, что вы немножечко не так считаете. На самом деле Вивальди был настолько ценим королями на то время, средневековье. Он был очень оценен императором Карлом VI. И император Карл VI практически 38 или 40 лет жизни самого Вивальди был человеком, который постоянно его собственными силами и содержал, и проводил для него правильный маркетинг. До самой старости Вивальди умер через год, когда скончался Карл VI. Естественно, после того, когда скончался Карл VI, на трон взошли его, наверное, следующее поколение царей. Вивальди был одним из тех людей, который нравился королю Карлу VI, и его воспринимали как часть императорского дворца. И после этого его просто убрали из императорского дворца, и он скончался в полной нищете, как считается. На самом деле человек остался без средств к существованию, и его, кроме как никто его принимать не хотел, потому что это было средневековье, это считалось не очень хорошо. Могли уличить в том, что фаворит короля является у кого-то еще и пользуется спросом. Тогда было такое время, когда жив король, и фавориты короля процветают. Как только умер король, фавориты короля пропадали, и с ними никто дело иметь не хотел. Естественно, он умер, не будучи фаворитом. Можно сказать о том, что он был немножечко, даже не столько безнравственным, сколько, наверное, опрометчиво верил в том, что это будет до конца его дней. Он никогда не думал, что король умрет раньше, чем он. Тем не менее, ему, скорее всего, необходимо было немножечко задумываться все-таки о семье, а не вести вот такой образ жизни, в котором бесконечные гуляния, бесконечные пиры были основной жизнью этого человека. Что вам сказать? Я не могу сказать, что Вивальди был эстетом, я ничего совершенно не знаю об этом, поэтому здесь можно спорить по поводу эстетизма и по поводу насколько это повлияло на жизнь этого человека, так что извините. Ирина Бакунина. Дарила первую ступень, но не знаю, кто принял. Праздники со своими делами заняты. Мало кто на сайте. Потом у нас мало кто знает, что такое эзотерика. Об эзотерике знают все. Просто никто не знает, что это за название такое. Марина, добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Я готов сегодня ответить на ваши вопросы. Раз у нас такой прекрасный вечер, я нахожусь дома, то я готов ответить на вопросы, связанные с бытом, связанные с домашними ситуациями, которые могут возникать, как быстро убрать негатив в семье. А кто сегодня скажет, какая существует мантра, которая быстро убирает негатив в семье? Я сейчас ее скажу, если вы не скажете.
Владимир К. пишет: Андрей Андреевич, почему человек думает, что солгать легче, нежели сказать правду? Когда человек лжет, то человек, не понимая сам, делает это из-за того, что у него энергетически снижаются тона. Одна из особенностей снижения тонов – это жизнь по течению. Когда человек живет по течению, в поиске наименее как можно меньше элементов сопротивления, то у него появляются трудности такие, которые он решает при помощи лжи. В целом, я считаю, что ложь, злость и, возможно, ненависть нет. Ложь и злость – это то, что более чем все остальное меняет и ломает судьбы человека или судьбы человечества. Разденусь, у нас тепло в квартире. Правильно. Наталья ответила: он катеви катероса грасамани соха. Если прочитать такую мантру в квартире, тогда очень быстро у человека исчезает в семье скандал, и все начинают очень дружить и хорошо друг к другу относиться. Мантра Шанти не помогает. То есть, если читать Ом Шанти Шанти, ничего не помогает. К сожалению, как ругались, так и будут ругаться. Света! Света! Если человек гипотетически начинает врать, он должен знать, в его жизни обязательно начнут появляться неприятности с законом. Я анализировал около нескольких тысяч человек на протяжении нескольких лет. Тех людей, у которых была проблема, связанная с законом, и у меня была возможность с такими людьми общаться. Я могу сказать, что практически у этих всех людей было расстройство личности, появляющиеся часто депрессии, а также эти люди были склонны к тому, чтобы лгать. Из этого появился вывод, я о нем сказал когда-то на первой ступени, я сказал о том, что когда человек врет, то вранье рано или поздно вызывает у него острое чувство депрессии. Как правильно работать с долгом, если ипотека оформлена на сына, оплачу я? Вы должны узнать номер вашего договора и сжигать номер договора на свече, а также использовать те методы, о которых я часто говорю на ступенях и на своих семинарах. Андрей Андреевич, здравствуйте. Вы говорили, что нельзя передаривать подарки. А что с ними делать? Не выбрасывать же, если они тебе не подходят. В случае, если подарки вам не подходят, вы тогда их ложите, они у вас живут какое-то время, потом вы их можете выбросить. Сложить аккуратно или продать их через интернет, либо сложить и вынести их в мусорку, положить. Сейчас, секунду. Света! Света! Евгений пишет: добрый вечер, нейромедиаторы полезны? Нет, конечно, нейромедиаторы не полезны. Нейромедиаторы, они нужны человеку для того, чтобы организм человека, его психическая деятельность правильно функционировали. Поэтому нельзя сказать, что они полезны, нужно сказать, что они необходимы или жизненно необходимы. Я благодаря философии школы смогла изменить себя и наладить отношения семьи с мужем и детьми. Спасибо за мир в моей семье. Я считаю, одна из особенностей семейных отношений заключается в поддержке друг друга. В случае, если поддерживают друг друга люди, которые живут в одной семье и стараются помочь, прямо вот физически стараются сделать, не считают, кто больше сделал, кто меньше, в такой семье всегда будет царить мир, любовь и процветание. Какие бывают очень простые методы, чтобы улучшить жизнь близких в семье? Существует такой метод, который называется, какие-нибудь я сейчас придумаю, оккультные методы. Допустим, один из хороших методов – это зажигание с пятницы на субботу вечером свечи, и такую свечу нужно ставить на подоконник для того, чтобы она несколько часов горела на подоконнике. Таким образом, влияние мира или социума негативно на детей и на тех людей, которые живут в этой семье, оно будет прекращено. Также я считаю, что утро в субботу необходимо начинать с одного стола.
При этом я считаю, что тот, кто считает себя владельцем семьи или руководителем семьи, этот человек должен обязательно разделить пищу, которая будет на столе лежать, и ее или насыпать, или хлеб вот так вот порезать. Тогда все начинают подчиняться этому человеку, любить его и уважать. Пишила. Я прослушали и конспект рожала. Делаю практики, что-то не понял. Знакомая предложила, не знаю, смотрит или нет. Благодарю. Сейчас изучаю новое направление для себя. Надеюсь, скоро подойдет. Спасибо за вдохновение. Конечно, все будет хорошо. Людмила Чернакова пишет. Как можно убрать испуг ребенку 1 год? Каждую ночь кричит. Возможно, из-за того, что ребенок очень быстро растет, возможно, ребенку просто не хватает кальция. Попробуйте дать ребенку кальций, и ребенок ночью, сердце будет сокращаться и не будет останавливаться. Когда дети очень быстро растут, кальций расходуется, метаболизм кальция уменьшается. В крови исчезает кальциевая насыщенность, я грубо скажу. И в ночное время происходит остановка сердца, выделяется адреналин, ребенок вскакивает в испуге. Если ребенку дать цитрат кальция или дать ему кальций-содержащий препарат, вот такие просыпания в ночное время исчезают. Если все же это испуг все-таки, хотя у детей практически испуг проявляется только в дневное время и проявляется в тот момент, когда ребенок исключительно засыпает, а не просыпается. То есть если ребенок засыпает и вскакивает после этого, не может заснуть, мучается, то тогда можно провести вот такой обряд. Нужно взять водичку в руку, и когда ребенок на вас посмотрит, брызнуть ему в лицо такую водичку, и когда он испугается, его глаза расширятся, нужно взять его правую руку и туда плюнуть, и вот так пальчиком помазать. После этого эту ручки ему вымыть. Сделайте это несколько раз, испуг исчезает. При этом испуг исчезает навсегда. Проводить обычно делается 1 раз в месяц, обычно 3 раз хватает для того, чтобы убрать все виды испуга детского вот такого. Будет ли семинар по воспитыванию сыновей? Сейчас будет такой семинар, я его сегодня придумал, уже даже начал писать. Он будет называться «Месть». Ужас какой. Почему я решил такой семинар написать? Дело в том, что эзотерик и обязательно должен иметь определенную энергетическую силу. И в случае, если у него отбирают бизнес, или кто-то влияет на него негативно, или кто-то у него что-то забрал, у этого человека появляется желание поставить все или расставить все на свои места. Вот как это сделать правильно, по белому, а не по черному, и сделать так, чтобы человек, который украл или отобрал, или каким-то образом виноват, отдал, вот об этом я буду рассказывать. Очень-очень, я долго не решался сделать все-таки такой семинар, но зная, что это необходимо, решил его все-таки сделать. Было все хорошо, но съездила на 2 дня в Москву. Приехала опустошенный, как будто выкачали из меня энергию. Подскажите, что это? Ничего, вы, наверное, устали. Вам необходимо просто лечь ночью, поспать хорошо, посмотреть за давлением. Обычно, когда человек ощущает опустошение, это, возможно, у него истощение нервной деятельности или гипертоническое заболевание сердца. Мы с сыном ученики школы, поступаем в университет. Подскажите, если возможно, какими практиками, ритуалами можно пользоваться? Делаем засевание поля. Спасибо большое. Вы делаете все правильно. Продолжайте делать. Сейчас чуть-чуть подключился у меня вебинар. Когда ребенок будет поступать, необходимо сделать так. Набрать меня, и я помогу ему поступить. Понятно? Андрей Андреевич, пожалуйста, проведите посвящение 1-ю ступень. Сегодня не будет проводиться, я из дома не провожу посвящения. Также дома я не провожу ритуалы на публику. Это мое закрытое такое пространство. Я это пространство оберегаю, охраняю. Людмила спрашивает, здравствуйте, почему, когда часто дышу, по вашему совету, по утрам появляется либо ангина, либо горло болит? За всю свою жизнь ни разу не болела ангина, тут началось. Скорее всего, это в латентной фазе проистекающее заболевание, которое находится в районе носоглотки. Вы просто, где-то есть очаг, и вы когда дышите быстро, вы, скорее всего, выдуваете это все, и оно орошает вам носоглотку, и появляются потом болезненные вот такие состояния. Что нужно поделать? Попейте ромашку, пополоскайте
горло ромашкой. В ромашку можно добавлять небольшое количество спирта или даже небольшое количество виски или водки даже. Вот несколько раз в день полоскать. Можно фурацилином пополоскать. Но лучше ромашкой. Ромашкой пополоскать и глотать при этом. Скажите, моя подруга, она из колдунов Украины, подарила мне 2 ключика и зеркало. Мне что-то тревожно в последнее время держать их дома. Может перед выбросом как-то их очистить? Их очистить от чего, скажите? Какую цель она ставила, когда вам дарила? Вообще не стоит брать ничего бесплатно, особенно если человек представляется колдуном. Настоящие колдуны богатые люди. В случае, если колдун... Свет, принеси мне вытереть лицо чем-нибудь. Давно был ушиб 2 пальцев на ноге. Так-то они не болят, но ночью просыпаюсь от боли. Что посоветуете? Необходимо сверху приложить сырой картофель. Прямо сделайте 2 дырочки в сыром картофеле, оденьте их на пальцы и сверху чем-нибудь таким металлическим, каким-нибудь металлической фольгой оберните или тряпочкой. Также я могу посоветовать вот от всех воспалительных процессов, которые возникают в организме, если воспаляются лимфоузлы, суставы, колени, использовать вот мой рецепт. Это нужно взять 1 литр молока, вскипятить, добавить в него сок лимона или столового уксуса, после этого сделать творожок или сцедить творожок и его накладывать на те места, которые болят. Очень эффективный рецепт, очень быстро помогает убрать боли из суставов, убрать заболевания ишиаса, убрать лимфоузлы воспаленные, даже позволяет убрать там воспаление или там новообразование век или с шеи, убрать лимфоузлы и так далее. Очень-очень интересный состав. Коренева Оксана пишет. Андрей Андреевич, скажите, когда вы будете проводить 1-ю ступень в Киеве, и как на нее можно будет попасть? Я, скорее всего, буду проводить 1-ю ступень в апреле, и уже на этой неделе, которая будет объявлено о том, когда она будет проходить. Наш офис не умещает более чем 30 человек. Поэтому, скорее всего, ограничения по нахождению в офисе, они будут все-таки присутствовать. Андрей Андреевич, скажите, что делать, если учитель относится плохо? Что ребенку сделать, если учитель относится плохо без причины? Вы должны убрать этого ребенка из этой школы. Пусть это звучит по-дурацкому, но я вам говорю, это очень портит отношение к ребенку. Также портит отношения тех детей, которые находятся рядом с этим ребенком, или походить с этим ребенком на занятия. Походите с ребенком на занятия, поприсутствуйте, это разрешается делать. Скажите, что я бы хотела поучаствовать в программе обучения ребенка, найдите время, и тогда вот таких вопросов возникать не будет. Пусть увидит учитель, что вам не безразлично отношение к его ребенку. В свое время люди какими-то своими путями первый раз увидели или наткнулись на Кайлас. Можно ли сказать, что люди пришли в школу благодаря какому-то духовному росту, даже если его и не было, конечно? Андрей Андреевич, минору лучше ставить возле зеркала. Ее можно ставить только ученикам после 3-й или 4-й ступени. Как правильно принимать мумиё при язве двенадцатиперстной и сколькой? Я не говорил, что при язве двенадцатиперстной нужно мумиё принимать. При язве двенадцатиперстной нужно принимать маточное молочко. По 1 чайной ложке 2 раза в день лучше. Что дает диагностика энергококона? Зачем вам это? Очень жизненно важный вопрос. Продавать ли квартиру, чтобы выделить часть сыну, или есть другие варианты расширения вопроса? Помогите советом. Нина, Харьков. Других вариантов решения вопроса нет никаких. У вас нет денег для того, чтобы продать квартиру. Продавайте квартиру, берите себе маленькую, сыну отдавайте все остальное. Таким образом сможете выделить сыну. Не торопитесь на самом деле. Пусть сын чуть-чуть подзаработает и в дальнейшем купит квартиру. Имеет ли значение для семинар по гадальным кубикам? Каждый может научиться предсказывать или нужно пройти ступени, ученица 4-й ступени. Каждый может научиться предугадывать по гадальным кубикам, даже если человек не является учеником школы. А вот без получения специального духовного имени, о котором я говорю, или некого имени Сома, о котором я говорю во время проведения семинара об игральных кубиках, вот
ну, проводить определенные обряды там, выкупа от алкоголизма практически невозможно. Также не стоит заниматься даже целительством. Я не знаю, какую она цель преследовала, тоже раньше занималась целительством, теперь нет, и были неплохие результаты, но сейчас вашими практиками восстанавливаюсь после инсульта. В случае, если человек восстанавливается практиками после инсульта и человеку плохо после целительства, то это говорит о неэффективности целительства и плохом целительстве. Вообще я могу сказать, что человек, который занимается целительством, или человек, который занимается профессионально колдовством и магией, он отличается великолепным здоровьем, добротой, сдержанностью, толерантностью, теплыми отношениями в семье, достаточно высоким материальным благополучием, нестандартным умом и так далее. Обычно это люди такие, которые быстро находят и решение вопроса, и там, возможности заработка, и всегда достаточно успешны. И оно между собой очень связано. Сейчас у меня чуть-чуть сбивается в интернете. Скажите, можно покупать ступень вместе с родной сестрой и братом? Конечно, можно. Все, кто связан с вами по крови, имеют право смотреть ступени. Можно ли убрать холезион эзотерически? Можно. Сейчас идет зима, можно брать сосульку и каждый день сосулькой мазать холезион несколько раз в день. После этого делать так, чтобы она таяла. Пью ринфеку по 2 капсулы один раз в день, но почему-то после этого ощущение, что давление повышается и глаза сильно начинают болеть. Что я делаю неправильно? Ринфеку необходимо принимать вместе с препаратами, которые убирают давление, так как данный препарат, он по-другому лечит человека, ну и эффективность его не маленькая, из-за этого могут быть вот такие побочные эффекты. Дайте, пожалуйста, совет, что делать, когда сердце очень любит, но мозг начинает орать: беги на 333 скорости. Убежать легко, а если потом придется локти грызть, ступор. У меня была женщина недавно, эта женщина, она имеет такая вот не очень хорошая история. Эта женщина, она обратилась ко мне в тот момент, когда у нее онкология уже настолько имеет тяжелую форму, то есть у нее онкология груди, появился свищ, потому что она по Болодову ложила там на этот свищ соль, прикладывала и так далее. Появился свищ на груди, после этого гнойная рана, после этого рана открылась, после этого с ней 6 лет работал космоэнергет женщина. После этого она приехала ко мне, я попросил ее, чтобы она пошла в онкодиспансер. Она пришла в онкодиспансер, там ей сказали, что сейчас уже оперировать бессмысленно, потому что у нее онкология 4 степени, метастазы в тазобедренные суставы, в мягкие ткани ног, в печень, там даже в легочные артерии, в легкое и так далее. При этом сказали, что помогать уже совершенно бесполезно и совершенно бессмысленно. И я от нее услышал такие слова, она говорит: ну вы же эзотерик, просто приложите руки ко мне, пусть у меня все пройдет. Нет, так не может произойти, потому что болезнь уже забрала этого человека фактически, и у нее остается только небольшое количество времени, чтобы дожить. Так вот, если бы у нее была возможность в свое время удалить грудь, и она бы попала ко мне, я бы ей обязательно сказал: удалите, пожалуйста, грудь. К чему я это все говорю? Когда рука гниет, и когда гниет какой-нибудь орган, и когда что-то гниет, то легче это удалить. И время в этом случае не лечит. Время в этом случае играет очень плохую службу. Так и в отношениях с мужчинами, которых вы любите, и вам хочется бежать на 333 скорости. Вы должны понимать, это на самом деле гангрена. То есть дальше будет только хуже. И в дальнейшем вы просто так обожжетесь, что и детей заберут, и бизнеса не будет, и болезни будут, и так далее. Вы обязательно за это очень сильно поплатитесь. Вот обязательно. Поэтому я не могу справиться, сердце, не морочьте себе голову. Ум человека подавляет любое сердце. Ум должен человека воспитывать, ум должен пресекать возможности манипуляции, даже в случае, если есть чувства. Ум нужно ставить в эзотерике на первое место.
Мощный обряд на богатство и благополучие творит чудеса. Рада, что узнала там мантру Амитабхи. Мой вопрос: как часто можно слушать это видео или одного раза достаточно? Можно ли дать послушать моей взрослой дочери? Одного раза недостаточно ни что. Друзья мои, это эзотерика, это личностный рост. Так не бывает, что одного раза послушали и все в жизни изменилось. Что с вами? Разве такое может быть? Добрый вечер, Андрей Андреевич, ваше мнение. Сейчас очень популярны сеансы регрессии, походы в прошлой жизни с помощью эриксоновского гипноза. А вы мне, как вы считаете, это опасно и стоит ли такое делать? Вы мне скажите, вот сейчас, если вы начнете вспоминать свои прошлые, вот прошлую жизнь, вот ту, которую вы сейчас прожили, скажите, вот кому сейчас там 30 лет, 40, 50, 60, что мы обычно начинаем вспоминать, когда мы начинаем думать о прошлом? Мы вспоминаем только счастливые минуты или мы вспоминаем только несчастливые минуты? Я хочу вас опередить и сказать, когда вы начнете сейчас вспоминать, то обычно вы будете вспоминать более несчастные минуты, потому что как-то так устроено наше сознание, что оно вот какие-то элементы там ненависти, элементы неразделенной любви, элементы страдания, вот они все это из нашего прошлого выдают. Скажите, вы довольны своей жизнью, чтобы ее постоянно вспоминать? У вас была такая прямо счастливая жизнь, что в этой жизни не было, там, совесть вас не мучила, и вы не совершали ошибки. А теперь скажите, для чего вам вспоминать в этой жизни что-либо? То есть вы хотите эту жизнь вспоминать, и после этого еще одну жизнь вспомнить. Но ведь, вспоминая прошлое, можно столкнуться с элементами совести, которая может начать мучить. Зачем вам эта жизнь, ее прошлое, и еще и следующая жизнь с ее прошлым? Для чего? Чтобы потом чувствовать себя совсем плохо. Если вы с одной жизни вспоминаете только плохое, то вы хотите этого плохого натянуть еще из прошлой жизни, еще из прошлых жизней. Что с людьми происходит? Скажите, деньги из очага можно брать, оставляя меньшую? Конечно, деньги из очага можно брать, конечно, конечно. Андрей Андреевич, у ребенка 8 лет появились лямблии. Чем вылечить? У нас великолепный препарат, битулин называется. Лямблии вылечивается. Также популин по 1 чайной ложке 2 раза в день. Читаю мантры после 23:00, так как работаю вечернюю смену. Мантру школы, волшебное слово, новогоднюю мантру Манипхадру. Глаза мои должны быть закрыты в это время. Нет, пока человек не спит и читает мантры, глаза должны быть открыты. Есть ли смысл, нужно ли проводить вечерние практики после 23:00? Вы говорили, что все программы ночью перегорают. Я как говорил, я так и считаю. Считаю, что мантры, когда вы читаете мантры в 23:00, то после этого, если вы сразу же будете спать, то мантры не будут эффективно работать. Если на морской курс взять, ну, можете читать, они все равно изменят вашу судьбу. Если на морской курс взять детей, как их занимать, пока будут семинары 5 и 12 лет? Мы не занимаемся детьми, к сожалению, поэтому ну, я вам помочь с этим ну, никак не смогу. В Крыму няни есть, да? Вот сейчас Светлана подсказывает, говорит, что в Крыму будут няни, поэтому свяжитесь, задавайте эти вопросы нашим организаторам, они смогут ответить вам более внятно. Очень популярны сеансы регрессии, походы в прошлой жизни с помощью эриксоновского гипноза. Как вы считаете, опасно и чем-то вообще стоит такое проходить? Я считаю, это полная глупость. Я считаю, что люди, которые приходят к гипнологу, они уменьшают иммунитет свой, а также могут окунуться просто в какие-то измененные состояния синаптических связей. Я считаю, что в мозг лезть вообще не нужно, уж тем более в прошлой жизни. Можно ли полечить кисту зуба эзотерически? Удалять зуб не хочу. Проходите первую ступень, там я рассказываю в синей воде, пробуйте. Как излечить у мамы грибок на ногах, на пальцах. Хочу вам сегодня сказать, у нас сегодняшний пятничный вебинар называется «Эзотерический вебинар эзотерической школы Кайлас». Давайте мы будем о эзотерике спрашивать, а вот по поводу, как излечить грибок на ногтях и на пальцах у мамы, вы зададите мне этот вопрос во вторник, договорились. Я обязательно вам на этом вебинаре расскажу о том, как сделать или там, как полечить. Возьмите мумиё, разжуйте, выплюньте на палец, оберните сверху 2-3 слоями бинта, делайте это каждый день. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, как вы относитесь к системе радикального прощения?
Я немножечко по-другому это называю. Я говорю не прощение, я говорю принятие. То есть я позитивно отношусь к системе радикального принятия. Я считаю, что человек живет, и хочет или нет, он должен либо бороться, либо принимать. Я обычно выбираю путь принятия, мне гораздо легче с ним. Являюсь ученицей третьей ступени, но вопрос у меня от дочери. 6 марта она ходила на ЭКО, и это уже второй раз. Скажите, пожалуйста, получится ли у нее забеременеть? Получится. Андрей Андреевич, хочу узнать ваше мнение о методике Дарьи Трутневой, мастер-кит. Впервые слышу, ничего не могу сказать. Вот сегодня постараюсь даже посмотреть. Давайте сейчас посмотрю в Ютубе. Дарья Трутнева, мастер-кит. Ага, работа с подсознанием. Вот смотрите, сейчас я открываю, и мне достаточно просто начать просматривать человека, который читает данные семинары. Вот здесь я смотрю сейчас на саму Дарью, пусть она меня простит. Как избавиться от стресса и полюбить себя через. И вот я начинаю Дарью просматривать и смотрю, есть ли у Дарьи какие-нибудь заболевания. У Дарьи есть заболевания артерии с левой стороны сердца, есть заболевания, связанные с поджелудочной железой, заболевания вен на ногах, заболевания даже верхней части легких, заболевания надпочечников. Знаете, я могу сказать вам, несмотря на то, что ребенок все-таки, ну не ребенок, а женщина все-таки достаточно молодая, имеет такие заболевания, ну, для меня непонятно просто. Если бы регрессология могла проводить или работа с подсознанием могла приводить к полному выздоровлению или улучшению жизни, то человек бы выглядел чуть-чуть по-другому. Могу сказать, что она не вызывает состояния такого, при котором у нее будут большое количество денег, и она будет очень счастливым человеком. Пусть меня Дарья... Пусть меня Дарья, ну, пусть на меня Дарья не обижается, мне все равно, чем она занимается, пожалуйста. У меня возникают проблемы во всем, в том числе и здоровьем. Как только начинаю общаться с бывшим мужем, хотели снова жить вместе, мы венчаны, но разведены, не могу понять, что я делаю не так. Друзья мои, вам для того, чтобы начать жить хорошо, необходимо начать заниматься эзотерикой профессионально. Проходите вторую ступень. Покупайте семинар, который называется «Магия любви». Там есть сексуальная магия, обретение, очарование партнера. И начинайте работать вот в этих системах. То есть что вы хотите, чтобы я сейчас сказал? Раз, два, три, чтобы между вами все произошло? Решила подзаработать и пообещала продать другу недвижимость под бизнес. Провела обряд с красной нитью, замкнула пространство бабочки. Все равно не могу продать. Что делаю неправильно? Спасибо. Самая основная проблема, которая есть в тот момент, когда люди не могут продать недвижимость, заключается еще и в том, что они эту недвижимость по неопытности или там по пьяной лавочке или там в каком-то порыве кому-то пообещали. Вот если человек пообещал кому-то, что вот я продам недвижимость и после этого отдам тебе вот эти деньги, вот в случае, если это было сказано, то тогда что-то нужно с этим делать. Это определенный обряд, его нужно убирать. Вот такие нити, они выявляются, и после этого необходимо их отрезать при помощи ваджарного кинжала или при помощи пурбы, если такое у вас есть. Я даже рассказать сейчас не могу. Либо есть еще один вариант. Нужно вспомнить, кому вы обещали или кому этот человек обещал отдать деньги или отдать имущество в тот момент, когда он продаст этот бизнес или помещение и так далее. И после этого позвонить этому человеку и сказать, что когда я продам, я тебе не отдам. Таким образом, обещание или обряд, как это, клятвы будет уничтожен, обещание и клятва это одно и то же. И после этого этот обряд обещания или клятвы будет разрезан. Вообще, если человек говорит, я тебе обещаю, что там продам квартиру, машину, и тебе часть денег отдам, и начинает за то, что там то-то, то-то, и после этого забывает об этом и начинает продавать, то если в его голове есть просто я продам, деньги заберу и не отдам тому человеку, которому я обещал, то, скорее всего, квартира продаваться не будет, потому что на нем стоит заклятие. Это заклятие называется заклятием обещания. Такое тоже бывает.
Юлия Тарасова, можно заклинание читать вместо мантр по аналогичному направлению, например, не мантру денег, а заклинание? Конечно, это и важно даже делать. На работе 3-й месяц обещали повысить зарплату, а все тянут, будет ли повышение, такая обстановка на работе, стоит ли больше. У меня очень интересный такой есть вопрос. Вы знаете, я недавно считал, сколько я зарабатываю на протяжении дня денег. То есть на протяжении каждого дня я зарабатываю приблизительно, ну, наверное, чуть-чуть больше, наверное, 2,5-3 тысяч долларов. Это ежедневно. Естественно, если разделить эти деньги на 6 часов моей работы всего лишь, потому что я приезжаю в 11 и заканчиваю в 6 вечера. Если это поделить на 6 часов моей работы, то получается достаточно много за 1 час. И когда у меня люди спрашивают: Андрей Андреевич, можете ли вы мне посмотреть и сказать, там, повысит зарплату или не повысит, я обычно задаю вопрос: а какая зарплата? Человек говорит: ну, моя зарплата там $200 в месяц, но я хочу 230 и так далее. У меня обычно такой вот вопрос в голове появляется: зачем я должен это делать? Зачем? То есть я должен потратить сейчас на вас, для того, чтобы просмотреть, потратить на вас там 1 минуту или 2 минуты. И после этого сколько это будет стоить? Получается, это же неразумно, получается, даже совет такой давать. Очень женщина срывала телефон в Вайбере, я думаю, что-то очень срочное. После этого она дозванивается и с криком просто, с вытаращенными глазами: Андрей Андреевич, вы должны мне сказать, мне поднимут зарплату или не поднимут. Я говорю: ну какая у вас сейчас зарплата? $400. А сколько вы хотите, чтобы вам подняли? 500. Я говорю: вообще мне не звоните никогда, вообще заблокируйте меня и больше не набирайте. Почему? Потому что я считаю, что это глупые вопросы. Вообще человек, который работает на другого человека или работает на кого-то, это человек, который ни к чему не стремится. Я считаю, что для учеников школы это недопустимо. Я понимаю, что человек может работать в какой-то очень крупной компании, он может в крупной компании строить, у которой есть миссия, строить свою карьеру там, и так далее. Ну а так, человек, который заканчивает там 1, 2, 3 ступени школы Кайлас, он сам под собой должен подразумевать, что частное предпринимательство, оно должно стоять на первом месте. И человек должен научиться предпринимать. Я считаю, предпринимательство – это шаг к тому, чтобы быть богатым человеком. Поэтому нам повысят зарплату или нет – это совершенно неправильные вопросы к руководителю эзотерической школы. Они его унижают, понимаете. Вы ученица школы, у вас такие инструменты сумасшедшие. Вы ученики школы, вы знаете заклинания. Зачем вы читаете заклинания, работая на кого-то? Чтобы поднимать человеку бизнес. Что с вами? Что с вами происходит? Что вы за люди такие, что вы готовы кому-то сделать, а себе не хотите сделать? Я считаю, что больше всего человеку нужно бороться со смертными грехами, среди которых страх на первом месте. Нужно убрать любой страх, открыть глаза, стать в чем-то специалистом. Даже в 70 лет можно бизнесом заниматься. Вчера женщина пришла, говорит: меня на Новый год мужчина бросил с 5 детьми. Все дети до возраста 17 лет. Но она не растерялась, дети начали делать цветы в виде тюльпанчиков с вложенными конфетами. Она купила банки, начала специи закатывать, аджику, начала на базаре продавать, разносить. И говорит: мы так хорошо начали жить, как никогда в жизни. Мы так хорошо начали зарабатывать. Пришла, заказала кольцо за $100 и отдала за Бхалам $100. Вы представляете? Позор, вы ждете зарплату. Как вам не стыдно? Новогодний ритуал по убиранию сработал. Описали 40 тысяч налогов. Ура! Принимаю участие в конкурсе, это помогает мне в бизнесе. Вернулась клиентка, которая хотела заказать у меня конкурентов. Эзотерика рулит. Ничего не понял, что меня спросили, конечно. Решила... Ага. Решила подзаработать и пообещала продать другу недвижимость под бизнес. Ну, я уже ответил. Но не выполнила условия. Заключила с вами Бхалам, но не выполнила условия. Теперь совсем полный крах. Простите меня, но как теперь мне быть? Если у вас Бхалам, если у вас бизнес, и этот бизнес тонет, и вы заключаете со мной Бхалам, я этот бизнес ломаю. Я об этом предупреждал еще до Нового года. Я говорил, что если человек заключает со мной Бхалам, и его бизнес тонет, или его бизнес вытягивает из него деньги, а человек просто с вытаращенными глазами не понимает, что этот бизнес
топит его, то я этот бизнес закрываю. И после этого заставляю этого человека в течение года начать зарабатывать. Или решаю его вопрос так, чтобы этот вопрос финансово решался. Если у вас такой бизнес, я говорил на Новый год, то не нужно со мной заключать пхалам. Если вас радует тонуть, если это вот часть вашей жизни, у меня есть такие беспрецедентные люди, которые там приходит человек и говорит: у меня каждый месяц мой бизнес вытягивает у меня и у моего мужа деньги, у нас уже не хватает ни на что. Потом проходит еще 3 месяца: Андрей Андреевич, этот бизнес меня замучил, можем ли мы его раскрутить? Я говорю: ну как же вы его сможете раскрутить, если он у вас 9 месяцев не работает? Ну, может, какая-то эзотерика? Нет, может быть, нужно поменять бизнес. Один закрыть, не топиться в этом бизнесе, открыть другой. Почему человек топится в бизнесе и не может этого понять? Потому что обычно это происходит так: я хочу, и я самая умная, и у меня все получится, и я еще знаю эзотерику. Все, я смогу любой бизнес поднять. После этого не получается. Почему? Потому что нужно быть специалистом в этой области, нужно понимать и где открывать, и что продавать, и кто конкуренты. Ну и самое интересное в этом всем – это отсутствие желания. Обычно человек говорит: да, я хочу заниматься этим бизнесом, но мне он уже не особо нравится. Он мне надоел, я уже устаю. Если человек устал от бизнеса, то этот бизнес будет у него разрушаться. Что делать, если не хватает на недвижимость около 300 тысяч, а кредиты вы не советуете брать? Живу с детьми одна, на съемной постоянной больнице с детьми, нет возможности заработать пока. Вообще не брать деньги в залог, вообще не брать никакие кредиты. Вот эти 300 тысяч, их нужно заработать. Не можете заработать за год, зарабатывайте за 2, не можете за 2, зарабатывайте за 3. Не берите кредит, у вас не будет ни квартиры, ни жилья, и вы окажетесь на улице с этими своими детьми. Ученица первой ступени, не могу продать магазин. Пробовала с красной нитью, с ключами, может что-то не так и просто не пришло время. Во время Нового года я давал такой обряд. Я говорил о том, что нужно читать эхе, по-моему, представлять слева на плече шар золотого цвета и на вдохе на выдохе хе произносить. Так вот, если безымянный палец на левой руке намазать не той краской, как все остальные, и читать эхе, выйдите замуж. Если на правой руке, то обязательно продадите быстро имущество свое. Вот, безымянный. Или указательный направо. Я ученица школы Калас, у меня контракт, но продавец меня 2 месяца кормит обещания, кормит и не отказывается. Оплата у него лежит. Подскажите, он выполнит свои обязательства? Нет, он еще будет вам пудрить мозги. У меня вопрос по поводу смены фамилии. Хочу отсоединиться от рода отца. Как правильно выбрать фамилию, не ухудшится ли жизнь после? Но вы уже ответили на свой вопрос. Зачем вы мне это пишете? То есть вы хотите избавиться от рода отца. Найдите, значит, вас устраивает род матери. Подключайтесь к роду матери и живите. Что делать, если не хватает на недвижимость? Не хватает, не нужно покупать ни в коем случае. Хотя я считаю, что если вы пойдете к какой-нибудь тетеньке, бабке или гадалке, она скажет: конечно, бери 100%, не нужно. Это говорит о том, что у вас не хватает денег, и говорит о том, что вы сейчас не способны оплачивать эти деньги. Эти деньги вам все равно придется оплачивать. Только вы сейчас можете накопить деньги за 3 года, эти 300 тысяч, и после этого вложить. А можете взять сейчас кредит, начнете жить в этой квартире, и вместо 300 тысяч вам за 5 лет нужно будет отдавать еще больше. Скажите себе, сколько я сейчас зарабатываю денег? На какую сумму я могу рассчитывать? Это выглядит так. Вот у меня были знакомые такие, тетенька была знакомая, она приехала и говорит: Андрей Андреевич, у меня забирают квартиру, я заплатила за квартиру 250 тысяч долларов, взяла кредит, теперь эту квартиру у меня забирают. Андрей Андреевич, я ее выплачивала 5 лет, теперь у меня нечем выплачивать, потому что бизнес разрушился, у меня маленькие дети, что мне делать? Как вы думаете, чем все закончилось? Ты помнишь ее, да, на Мальдивах? Я ей сказал, мы вместе отдыхали, я ей сказал: ну, у тебя заберут квартиру, даже не заморачивайся. Так и произошло. 20. Почему? Потому что она не смотрела здраво, то есть она своими чувствами заставила совершить себя ошибку. То есть ее чувства, они
заставили ее мозг попасться на крючок. Получается, она так хотела, она хотела что-то сделать для детей, и после этого убедила себя, что она может жить не по средствам. Авось получится, авось пройдет. Так не бывает. У меня так получилось, делал практики на работе и почему-то работу возненавидел. Получилось работу оставить. Теперь изучаю, как делать свой бизнес. Думаю, практики мне помогут. Помогут. Как можно сделать так, чтобы была решительность, и чтобы на глупости не отвлекаться? Сознание нужно свое тренировать. Сознание – это номер один в ходе вообще нашей жизни. Сознание – это то, что должно постоянно быть чем-то озадачено. Сознание, оно не должно просто думать, оно должно читать. Если у вас нет работы, заставьте каждый день читать себе, заставьте каждый день читать какую-либо литературу. Я фрилансер, подскажите, пожалуйста, ритуал или заклинание для увеличения дохода. Не заклинание нужно и не увеличивать доход. Вам не нужно работать фрилансером. Делайте сами фриланс-агентство, собирайте людей, начинайте быть организаторами. Люди делятся на организаторов, и люди делятся на эксплуататоров и тех людей, которых можно эксплуатировать. Вот будьте теми, кто организовывает эксплуатацию людей, и эксплуатируйте. Чем можно заниматься? Можно стирать для людей, можно убирать для людей, можно за детьми смотреть. Вот у нас сейчас проблема в семье, нам необходимо 2 няньки. Вот необходимо 2 няньки, и мы 2 дня сейчас занимаемся только тем, что ищем 2 нянек. Хорошие заработные платы, там хороший график занятости и так далее. Нет хороших нянь, вы представляете. Встречаемся с нянями, смотрим на них и расстраиваемся. Нетерпением ждала вашего семинара ученица школы Кайлас. Нахожусь в сложной ситуации, 14 лет служила в полиции. Сейчас попала под сокращение. Есть желание бросить эту богадельню, но 6 лет осталось до пенсии. У меня 2 детей, есть долговые обязательства. Как поступить? Не раздумывая бросать. Не нужна вам эта пенсия, пусть они подотрутся. В 2011 году Андрей Андреевич Дуйко проводил в Тюмени вебинар. Во время этого вебинара, он, кстати, выложен бесплатно, это 1-я ступень школы Кайлас в Тюмени. Мне задавали вопрос: Андрей Андреевич, сейчас самое лучшее это с падением доллара, самое лучшее вложение это вложение в русские рубли. И Андрей Андреевич, нужно вкладывать русские рубли. После этого я сказал: дорогие мои друзья, на протяжении нескольких лет рубль, который на то время стоил 17 к доллару или там 20 к доллару, вырастет до 65. Скажите, я разве был неправ? Дальше я там сказал во время этого семинара еще такие слова. Я сказал: да, вот эти вот нападки и вот эти высказывания по поводу там, России и Украины, которые делаются русской стороной и украинской стороной, приведут к огромному количеству смертей и к огромному количеству войн. Вы видите, я же не ошибся в 2011 году. Поэтому, знаете, это бессмысленные такие предсказания. Работаю массажистом, получила духовное имя, доходы возросли. Правильно, так и должно быть. Здравствуйте, на 1-й ступени, которую вы проводили в Тюмени, видео на канале, вы даете практику для здоровья. Синяя вода, пар. Скажите, пожалуйста, ее выполнять перед сном с закрытыми или с открытыми глазами? С закрытыми глазами она делается. Слушаю шум от родовой порчи и проклятие рода. Поможет ли моим детям и внукам? Они не слушают, помогут. На 1-й ступени, которую проводили в Тюмени, да, ответил, у меня не получается подобрать хорошего менеджера, если какие-либо практики, или я что-то делаю не так. Это работа, здесь нужно обязательно работать и искать этих людей. Найти хорошего менеджера – это залог вообще основной вашей работы. Вообще особенность бизнесмена не заключается в предпринимательской деятельности, она заключается в том, чтобы найти хорошего руководителя, который сможет хорошо руководить его бизнесом, находить людей, заниматься бизнесом. За таких людей нужно держаться. Вот у меня дар, я очень хорошо нахожу таких людей. Что делать, если не хватает на недвижимость 300 тысяч? Разве не ответил? Мы с женой 7 лет не можем зачать ребенка. Мой анализ показал низкую подвижность сперматозоидов. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? На ночь банка сгущенки и перед сном прикладывание
вот так вот над тазиком нужно ложить, садиться попой в холодную воду на 1 минутку буквально. На 1 минутку сели в холодную воду, после этого встали и идете спать. Перед самым сном не менее 1 столовой ложки сгущенки. Я ученица школы, у моего молодого человека полный обвал в жизни. Долги не отдают, депрессия. Мы встречаемся 2 месяца, хотя очень теплые отношения. Скажите, пожалуйста, могу ли я ему помочь заклинаниями или талисманами нашей школы? Да, конечно. Пробуйте помогать, пожалуйста, сможете. Как с вами связаться? Вы мне сказали написать после 3 марта. Я написала и в поток, и ВКонтакте, ученица 5 ступени. Елена, вы понимаете, сейчас, вся проблема на сегодняшний день, которая вот возникла у меня со школой, она заключается в том, что я, к сожалению, не могу больше работать так, чтобы быть доступным каждому человеку. То есть у меня не получается делать так, чтобы быть доступным. Я получаю огромное количество писем, я получаю просто нереально большое количество сообщений, скайп вообще у меня отключен. То есть это такая профессиональная работа. Не стоит забывать, что еще до сих пор являюсь профессиональным бизнесменом. То есть это не основная моя работа. То есть у меня есть еще элементарный бизнес. Я этим бизнесом должен заниматься. То есть есть текучесть кадров, есть там какие-то задачи, есть стратегическое планирование и так далее. Когда я общаюсь вот так вот с людьми по 1 или по 2 человека, то я могу в течение дня принять только там 10-15 человек. 10-15 человек это чрезвычайно мало. Также, если рассчитывать на этих людей, то мой заработок там 300-400 долларов. Не принимая людей, я зарабатываю 6 тысяч долларов там и больше. Таким образом, здесь разум включается просто. Я понимаю, что я свою дань, где я должен там принимать человека, выполнил уже на протяжении многих лет. И сейчас, скорее всего, это становится практически невозможным. Вот смотрите, я не принимал людей на протяжении 1 месяца, пока отдыхал, полмесяца, пока отдыхал с семьей в Египте. За это время было написано несколько семинаров и книга, которая называется «300 выводов». Также почти закончена книга «Логос Деси». Сделаны карты. Таким образом, нужно ставить на чашу весов. Я дальше начинаю или продолжаю заниматься своими людьми, которые вот звонят или пишут, или я дальше продолжаю заниматься бизнесом и делаю что-то вот так для социума в виде семинаров, вебинаров и всего остального. Поэтому, вы знаете, Андрей Дуйко, который был 4 или 5 лет назад, это человек, которому был доступ. Сейчас, к сожалению, такой, так уже не получается. Сейчас раньше морские курсы проводились по 70 человек, сейчас морские курсы, минимально это 200 человек, понимаете? Даже если принимать каждого человека на морском курсе, то я не знаю, это занимает там очень большое количество времени, с утра до ночи. Купим ли мы в этом году свое жилье? Уже много лет на квартире, когда же это счастье к нам придет? К сожалению, Лариса, в этом году не купите. Это не Лариса, а Ольга, не купите. На первой ступени, которую вы проводите, как можно купить квартиру, друзья мои? Разве это сложно? Нужно зарабатывать столько денег, чтобы хватило на то, чтобы ее купить. А как же мы купим? Мы зарабатываем по 200 долларов. Когда же мы купим? Так надо делать так, чтобы зарабатывать не по 200 долларов, а по 400 или по 600 в день, я не знаю. Там что-то нужно делать с этим. То есть вы не хотите ничего делать и хотите, а когда же? Так нужно сказать, где вы работаете, как он работает, что вы можете предпринять еще. Проходите ступени, об этом говорю. Есть доктрина бизнеса. Посмотрите этот семинар «Доктрина бизнеса». Там я вообще все об этом рассказываю. Подскажите, как правильно поступить. В нашем бизнесе такая проблема. Нам сделали чужое оборудование в аренду. Когда это выяснилось, мы отказались платить. Тем более, что хозяин этих вещей денег не просит. Эти люди стали угрожать, что мы работать не будем больше. Вы говорите, что лучше отдать, чтобы не появлялось больше таких ситуаций. С другой стороны, я должна отдать часть своей жизни, как быть? Не обманывайте людей. Вы взяли чужое оборудование, денег не отдали. Отдайте чужое оборудование людям, которое принадлежит. Вы, получается, ничего не потратили на это оборудование. Вам сдали чужое оборудование в аренду.
Так вы платите за аренду, какая разница, чье оно там, кому. Вы договорились за аренду, значит платите за аренду. Вы не платите за аренду, используете оборудование и при этом говорите о том, что там не хотите отдавать. Как это некрасиво, ужас. Вы вообще сами перечитайте то, что вы пишете. Что с людьми? Боже, что с людьми происходит? Ну что ж такое? У нас эзотерическая школа Кайлас. Мы говорим о правде, об отсутствии лжи. Дали вам оборудование, сказали платите аренду. Вы не хотите платить в аренду и ищете возможность не отдать. Ужас какой. Еще и вмешиваете учителей эзотерики сюда. Ужас. Когда приходят свои ритуалы и заклинания, можно ли ими пользоваться? Могут быть откаты. Где вы берете ваши ритуалы? Они интересные. Маргарита, я вообще не советую вам заниматься изготовлением своих собственных ритуалов, а также своих собственных обрядов. Вы что? Вы что? Вы что не начинаете? Учитесь у меня правильно это делать. Вы настолько можете себе испортить судьбу, вы даже не представляете. Это ну настолько может. Это как я беру. Друзья мои, очень легко все сделать. На протяжении 17 или 18 лет я не потерял ни одной, наверное, публикации, которая связана с эзотерикой, психологией, НЛП, программированием, психиатрией. Я очень читающий человек, достаточно активно читающий. Я даже не запоминаю, кого я читаю, но сами идеи эти у меня концептуализируются. Это огромное количество понимания того, как это все работает. Если человек не знает, как это работает и хочет эмпирически придумывать, то могут быть очень-очень сильные не только откаты, это разрушит судьбу человека. Не стоит, это тонкая наука, она самая опасная. Потом, знаете, очень тяжело, когда начинаешь болеть онкологией, или когда начинаешь болеть тяжело, или начинают болеть твои дети каждый день, или когда появляется нищета. Ну вот, когда это все появляется. Ученик второй ступени приобрел проект для бизнеса по интернету, когда изучил его полностью, понял, что на нем не заработать. Да, правильно вы поняли, что на нем не заработать. Нужно обманывать людей. Пришлось его похоронить. Вы правильно сказали. Продавец считает, что это обман в бизнесе, это нормально. Нет, друзья мои, обман в бизнесе это всегда ненормально. Сдаю в аренду производственные площади. Последнее время задерживают оплату. Какие эзотерические практики можно проводить? Спасибо. Нужно работать над тем, чтобы больше было у вас людей, которые хотят снимать у вас производственные площади. Меняйте на более солидных арендаторов, тогда будет хорошо. Также, возможно, нужно вложить просто в эти площади какое-нибудь дополнительные вложения, и тогда не идти по пути мы сделаем дешевле, а идти по пути мы лучше отремонтируем и сделаем дороже. Почему я 2 месяца назад представляла, как обнимают меня мужчины, параллельно бабочек представляла, газету закидывала, обряд с картами, валетом делала, загадала на Новый год. В итоге на меня вообще перестали смотреть мужчины. В чем дело? Я улыбаюсь, ученица. Людмила, я уже говорил на прошлом вебинаре эти слова. Сколько человек вкладывает в свою красоту? Вы вкладываете в свою красоту свое время, я не говорю даже деньги. Наверное, не вкладываете. Что нужно делать? Вот давайте поспорим. Каждое утро вы садитесь или каждый вечер и 1 час расчесываете гребнем волосы, занимаясь исключительно только этим. После этого намазываете себя 20 или 30 минут каким-нибудь там кремом и так далее. И делаете 1,5 часа каждый день, уделяйте своей красоте. Если женщина 1,5 или 2 часа уделяет каждый день своей красоте, она красивая. Я в свое время никак не мог понять, почему красивые женщины красивые и почему некрасивые некрасивые. И я понял в какое-то время, это было недавно, что наблюдая за тем, как ведут себя очень красивые женщины, я заметил, что красивые женщины уделяют себе внимание гораздо больше, чем женщины некрасивые. Конечно, можно сказать, а если у меня не получается? Ну так, не ставьте задач, значит, никаких. Живите своей жизнью. Я домохозяйка, хочу работать, помочь своему мужу. У нас 4 детей. Не знаю, чем лучше, по вашему мнению. Делайте искусственные цветы. Они всегда пользовались спросом. Искусственные цветы во всех странах пользовались спросом. Есть вышивка, есть подделки, есть искусственные цветы, искусственные букеты. Есть закатка, есть там... Что с вами вообще? Пирожки есть.
Сейчас. Читаю мантры, смотрю на символы, слушаю шумы, чтобы продать. Но как будто все заблокировано, никто не интересуется щенками. Что еще можно делать, чтобы люди начали интересоваться? Спасибо. Нужно взять, сделать видео красивое, делать такие видео и выставлять их в интернете. Вы достаточно активно продвигаете страницы свои. Сделали бы страницу такую, которая была бы посвящена собаководству. Вы же занимаетесь собаководством профессионально, сделайте профессиональную страницу, наймите человека, который вам заведет трафик людей по поисковым запросам, купить собаку вашей породы или там купить собаку в этом городе и так далее. И после этого ищите трафик вот таким образом. Ну, почему никто не интересуется? Потому что вас никто не видит. Потому что сейчас все покупают через интернет, а вас в интернете не видно. Можно ли эзотерикой как-то это помочь сделать? Не нужно эзотерикой помогать, вас просто никто не видит. Это шел человек, которому нужна собака, и после этого этот человек нашел вас, вопрос, каким образом, через интернет. А там до вас выдали там в поисковой системе 1000 человек до вас, которые хотят и могут это продать. Я понимаю, эзотерика может помочь в тот момент, когда пришло 1000 человек, все 1000 посмотрели на этих щенков и никто не выбрал. В этом случае эзотерика может помочь. А в случае, если никто не ходит на них смотреть, в этом не виновата эзотерика. Это виноват тот человек, который должен создать вот этот поисковой трафик. То есть найти людей, которые придут и будут покупать. Скажите по поводу семинара заклинания. Запечатывать кокон нужно после каждого чтения заклинания или после всех заклинаний? В самом конце нужно. Дочитали и запечатали. Скажите, пожалуйста, можно читать заклинания и коды одновременно? Можно. Почему я 2 месяца представляю, как обнимают мужчины? Все ответил. Андрей Андреевич, подскажите мне, пожалуйста, я ученица вашей школы, никак не могу определиться с выбором специальности или вида бизнеса. Чем же мне заниматься? Устала с выбором. Вот так вот ложитесь и говорите, что мне нравится в жизни делать больше всего. И после этого человек должен сказать себе, мне нравится готовить, мне нравится убирать, мне нравится руководить, мне нравится с детьми быть. Я люблю разговаривать, не люблю разговаривать. То есть сначала нужно найти свои качества. Вот какие качества есть у вас, которые вам нравятся. После этого посмотреть, может ли это качество быть вашей работой. Все, конец. Очень удобно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ритуал или мантру, чтобы роды прошлись легко, скоро уже рожать. Нужно на животе нарисовать цифру 4. Тогда роды пройдут хорошо. 12731. Или написать где-нибудь на теле код 12731. 12731. Що делать, если клієнт на замовлення будівництва комерційної пропозиції, що робити, щоб це все вийшло? Ой, ничего не смог прочитать. Почему я 2 месяца представляла? Ответил. Хочу выучить английский, надо сдать экзамен. IELTS на высокий балл. Какой эзотерический способ мне поможет помочь? Хочу уехать в Канаду, получится ли у меня? Вот вы очень много написали «я хочу». А скажите, я хочу ответить вот на такой вопрос? Скажите, вот вы хотите, отлично, почему человек что-то у меня хочет и ничего мне не предлагает? Ну вот нужно было сказать, Андрей Андреевич, здравствуйте, у меня есть желание, там, как мне выучиться и так далее, там, порекомендуйте, а так, я хочу, я то-то, то-то, знаете, а Дуйко, значит, у вас прислугой отвечает сейчас на это. Вы много раз говорили о христианской религии. Недавно слушал вебинар Дарьи Ким о христианских иконах Божьей Матери, об их правильной активации и подключению к христианскому эгрегору, чтобы просьбы человека были услышаны высшей энергией. Ваше мнение о подключении к христианскому эгрегору. А вы расскажите это батюшке какому-нибудь. Вы придите к батюшке в церковь, особенно такому, который читает, который проводит ритуалы и читает каждое воскресенье вечером определенные вот, ну, делает, да, молебны. И задайте вопрос этому человеку о том, как вы собираетесь подключить эти иконы к эгрегорам, о том, как они должны выполнять, о том, как они должны там работать, о том, что вас там Дарья Ким научила и так далее. И мне бы хотелось услышать его мнение, потому что
Он же христианин, получается, он больше, чем я в этом разбирается. И после этого узнайте у него. Я вообще считаю, вот то, что говорит эта женщина, полная чепуха. Я считаю, что работать в эзотерике с христианскими догмами плохо. Я считаю, что христианские иконы вредят человеку. Я считаю, что христианство и даже молитвы христианские не помогают. Я считаю, что посещение церкви – это плохо. Я считаю, что просьбы, которые делают там ангелам, там еще что-то, это все не работает, и это неэффективная магия, причем она не всегда белая. Я даже могу сказать, что там, я сегодня даже смотрел эзотерический какой-то журнал такой, и там даже есть практики такие. Представь, будто у тебя крылья на спине, это крылья ангелов, они всегда тебя будут нести. Так вот, я хочу вам сказать, если человек вырастет у себя крылья на спине, как эзотерическую практику, то он ослепнет. Даю просто на 100% вам такое знание. Если человек каждый день будет представлять на своих плечах сзади крылья, то он ослепнет. Почему? В том месте, где крылья крепятся, на эзотерическом уровне находятся точки сборки глаз. Если там представлять крылья, человек перестанет видеть. Поэтому можете их там лепить и скорее всего. А если представлять с левой и с правой лопаткой, то там эзотерические точки комфорта. Если туда крепить крылья, то у человека появится шизофрения. Друзья мои, я бы не рекомендовал вам эзотерически крепить крылья и там что-то делать. Знаете, это человек какой-то придумал, насмотрелся фильмов каких-нибудь или какой-то информации, и вот такую информацию выдает потом как рекомендации. При этом такие рекомендации, они очень могут быть плохо заканчиваться. Естественно, по поводу христианских эгрегоров, я могу сказать, что это, скорее всего, является неохристианским направлением. Я считаю, что подключать к эгрегору может только, наверное, христианский священник, который знает определенные обряды. Эгрегоры – это не метафизическая, не метафорическая система. И для того, чтобы как-то подключиться к эгрегору, нужно понимать вообще, что даст этот эгрегор, или не заберет ли он вас и так далее. Как подключиться к христианскому эгрегору и сделать это профессионально? Одевайте крестик, вы в христианском эгрегоре. Снимайте крестик, вы не в христианском эгрегоре. Это работает в случае, если у вас есть перед этим крещение. То есть вы прошли крещение, елеем смазали определенные места, прочитали молитву там, про веру что-то, да, каноны веры. После этого прочитали эту молитву, покрестили вас, окунули в воду, елеем нарисовали на вас крестики. Все, вы подключены к этому эгрегору, дополнительно подключиться вы к нему никак не сможете. По поводу христианских икон, которые подключать нужно к эгрегорам, знаете, эти люди, они очень-очень высокого о себе мнения, знаете, очень высокого. То есть они говорят, мы что-то сделаем с иконой и поработим ангелов, которые будут потом нам подчиняться. Или они говорят, Бог вообще у нас на побегушках, вот мы что-нибудь сделаем с иконой, и Бог потом будет делать все, что мы захотим. Но как-то не очень это хорошо, знаете. Люди очень часто думают, что они очень значимый предмет перед лицом Бога. Думают, что вот они такие важные, что вот за то, что они Богу свечку поставят, Бог будет у них на побегушках, знаете, или ангелы будут, или Божья Матерь будет только на них смотреть и выполнять их, за то, что они в церковь ходят, выполнять их какие-то задачи. Это все ерунда. Анаром, благодаря вашим кодам и обрядам, которые выполняли в прошлом году, дочь моя в этом году вышла замуж. Спасибо вам, Андрей Андреевич. Пожалуйста. Що делать, если есть клиент на замовлення будівництва, комерційної пропозиції, щоб робити, то все вышло. Ребята, проходите первую ступень, ставьте программы. С этими вопросами не ко мне, это все есть первой ступени. Я заканчиваю прохождение третьей ступени. Скажите, когда могу посвящение пройти третьей ступени? Посвящения третьей ступени не бывает. Человек читает мантру нашей школы, там Рамхаум, там Намах, там Рамхаум, там Соха. 2 раза в день, таким образом он подключается к энергии нашей школы. С третьей ступени это начинается. Читаю мантры, смотрю на символы, слушаю шумы, чтобы продать, но как будто все заблокировано. Никто даже не интересуется щенками. Ну, я ответил уже.
Практики с родом и родология, есть ли в этом смысл и польза? Нет, я считаю, что практики с родом и родология в конечном итоге приведет к тяжелейшим болезням, а также приведет к сумасшедшим неприятностям в жизни. Обязательно кого-нибудь посадят, обязательно кто-нибудь очень сильно заболеет, обязательно кто-то начнет очень сильно страдать. Почему? Род – это умершие люди. Умершие люди помогают быстрее умереть. Хотите, занимайтесь родологией. Я являюсь принципиальным противником родологии, регрессии, там, прошлых существований, жизни и так далее. Мне это все не нравится. Я считаю, что жить нужно здесь и сейчас, радоваться жизни нужно, находясь в этой жизни. Я считаю, что род не помогает человеку, об этом говорю на каждом своем вебинаре. Что делать, если есть клиент на замовление будівництва, чтобы работать на себя, не могу определиться, чем заняться? Вы задаете одни и те же вопросы, если это будет происходить дальше, я закончу вебинар. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, есть эзотерический метод против псориаза? Есть. Нужно представлять, будто у вас на теле крокодилы маленькие и ящерицы. Каждый день вот так от своего тела крокодилов и ящериц отдирать. Также можно вот так соединять пальчики, прикасаться 3 пальчиками к месту псориаза, плевать на этот палец, на эти пальцы, после этого плевать назад. Вот так если делать 6 месяцев, то убирается. Не первый год добиваемся перевода мужа военнослужащего в другой город. Профессия у него очень опасная. Со свечой 3 месяца работала, результата нет. Что еще можно сделать? Сколько вы работали по времени со свечой? Здесь нужно работать со свечой и ставить программу. Вот таким образом. Скажите, пожалуйста, лет 5 в груди непонятно, что-то болит. И странное самочувствие, постоянно страх какой-то. И все проверял, ничего не говорят врачи. Дома с женой постоянно ссоримся, непонятно чего. Это, скорее всего, у вас такие расстройства личности, может быть, депрессивные эпизоды на фоне еще его такой невралгии. Это может быть. Нужно обратиться к психиатру или там как-то мне написать, я смогу сказать. У сына сплошное невезение во всем. Что связано с документами? Работа, место жительства, документы жены. Ничего не понял, очень быстро. Дочь познакомилась с парнем в интернете, но у меня такая внутренняя тревога. Я думаю, что он не очень хороший. Чем закончится эта история? Давайте я вам скажу, что нужно делать, потому что это дальше так не может продолжаться. У нас вот здесь прямо, где идет этот вебинар, сверху есть очень-очень удачная кнопка. Я сейчас ее попробую найти. Вот такая удачная кнопка. Она здесь есть, я ее сейчас найду. Смотрите, у нас сверху над видео есть кнопка «Внести пожертвования». Давайте будем вносить пожертвования. Я положу перед собой телефон сейчас, мне будут приходить эти суммы. И после этого будете мне писать: Андрей Андреевич, внесла пожертвования, там, сделайте мне предсказание. И тогда у нас разговор может дальше состояться, хорошо? Потому что вот так у нас дело не пойдет, к сожалению. Просто мне очень не нравится, что вот так меня как гадалкой пользуются, знаете. И это совсем, считаю, по отношению ко мне совсем некорректно. Андрей Андреевич, у младшей дочери 40 лет, полоса невезения, депрессия, с работой ситуация обостряется. Она руководитель, мне больно на нее смотреть. Какую мантру почитать? Почитайте для нее мантры или заклинания везения, хорошей жизни и так далее. Уважаемый Андрей Андреевич, ученица 1 ступени, читаю мантры, заклинания, живу в философии школы. Но живя с мужем, у меня не получается удивляться, восхищаться. Как сохранить семью, уже не знаю, что делать. Удивляйтесь и восхищайтесь. Да, радуйтесь, делайте это обязательно, по-другому никак. Нужно обязательно находить в себе силы, удивляться и восхищаться. Со дня, как я стала заниматься эзотерикой вашей школы, жизнь поменялась к лучшему. Стала понимать себя, мечты стали сбываться, появились новые идеи. 2 месяца назад встретил мужчину, с которым появились отношения, но на самом деле после этого пересмотрела все свои... Не хочет у меня ноутбук работать. На морской курс могут приехать только ученики школы и ученица 3 ступени, но хочу приехать с мужем и дочерью. Я рад всех видеть на морском курсе, даже не учеников школы Кайлас, я со всеми отработаю. Сейчас проводятся у нас морские курсы и будет проводиться в мае месяце. В анонсе этого морского курса установка символов ситхи,
Sunshine Cocon, здоровье. Я поставлю 68 символов здоровья. Также 28 символов богатства я поставлю. Также там 22 символа любви, 20 символов там везения в жизни и так далее. Это все будет работать потом с вами на протяжении целого года, пока вы не приедете на второй морской курс. Это дополнительная работа моя. Сейчас хочу делать это на каждом морском курсе. Можно ли вас пригласить в Москву, чтобы полечить хорошего мужчину, 45 лет, у него 3 детей, болезнь эпилепсия, дорогу и лечение оплатим, приступы 2 раза в месяц, буду вам очень благодарны. Нет, не я к нему, а он ко мне. То есть если он ко мне прилетит, я с ним поработаю. Если я к нему, это нереально, даже если очень хороший мужчина. На одном вебинаре вы сказали маленькие металлические аппаратные статуэтки. Подскажите, пожалуйста, на какой ступени можно узнать подробную информацию о том, как выстраивать эти тотемы? На 7-й ступени проходите и изучайте. Устроилась работать менеджером по продаже. Если мантры, чтобы улучшить продажи, зачем мне помогать строить бизнес какому-либо человеку? Идям дыхи махешвари самастамакхила дыхи дыхими парамешвари. Когда начнутся сеансы целительства? С четверга. Андрей, почитайте немного из вашей книги сейчас. А на морской курс могут приехать ученики школы, не ученики тоже. Когда появятся карты? Карты появятся со дня на день уже. После семинара целительства я сделала заказ в декабре, до сих пор посылку не получила. Куда бы ни обращалась, ответа нет. Написала в службу поддержки, отправили к логистам, обратилась, но опять тишина. Вы напишите мне письмо, и я всех выведу на чистую воду мгновенно. Подскажите, когда будет посвящение 2-й ступени? Андрей Андреевич, большое спасибо за псориаз. По 2-й ступени посвящения буду делать, наверное, скорее всего, на следующей неделе в пятницу. Андрей Андреевич, если ритуал раскрещивания, как его пройти или получить? Ритуал раскрещивания я провожу за деньги. Раньше я делал это исключительно без денег, сейчас я деньги за это. Бесплатно ритуал можно провести, исключительно посетив морской курс эзотерической школы Кайлас. Спасибо за изотон, помогает. Пожалуйста. Устроилась работать менеджером, если мантры заклинания увеличения продаж, ответил. Скажите, пожалуйста, какое время нужно читать мантру Ваджрасаттва и Манипхадра? Лучше с утра. Хочу забеременеть в этом году, но говорят, год собаки нехороший, не стоит. Получится ли? Получится, беременеете, все нормально будет. Как получить духовное имя? Нужно приехать ко мне. Духовное имя человек может получить только при личном контакте. Многоуважаемый Андрей Андреевич, если ритуал раскрещивания уже ответил. Социуму неинтересно частные, неэзотерические вопросы, согласен. Хочу забеременеть, ответил. Итак, сегодня я хочу вам подарить заклинание, которое может сделать человека очень богатым человеком. Итак, сейчас какое-нибудь я придумаю. Итак, заклинание будет звучать так. Я ур на вдохе и ра на выдохе. Если читать это каждый день утром, то очень быстро станете богатыми людьми. Кто-то там спрашивал, Андрей Андреевич, что делать, если я работаю менеджером? Вот ходите и про себя дышите таким образом. Делайте так. Таким образом, я ура, и будете богатыми людьми. Видите, я сделал это совершенно безвозмездно. Книга-дневник. Человек использует ругательство в своей речи для доказательства правдивости. Это происходит потому, что этого человека очень часто обманывают. Обманывают его в связи с его некомпетентностью. Поэтому, повышая свою компетентность, образованность, у человека исчезает желание применять ругательство, и его меньше обманывают. Я очень рекомендую читать книги и не ругаться. Я вообще могу сказать, что есть смертные грехи неудачи, я их вот так назову. Эти грехи, они обязательно проваливают человека в тот социум, который всегда вынужден попрошайничать, быть потребителем, не иметь никогда счастья в жизни, вечно обижаться. Какие это качества или какие это черты, которые приводят человека к тому, что он опускается на такой уровень? Первое – это ложь. Второе – это злость. Третье – это хитрость. Четвертое – это жадность.
Нужно еще набрать. Пятое – это некомпетентность, нежелание читать. Шестое – это, скорее всего, невозможность контролировать чувства свои. Потому что на чувства влияют, а чувства обманчивы. И седьмое – это нежелание преодолевать страхи или страх. Вот, получилось вот таких 7 основных качеств. Если человек преодолевает 7 качеств, не стоит критиковать, это, наверное, 8-е качество, не стоит обсасывать кого-нибудь, не стоит обзывать, ругаться. Это все плавно человека делает богатым человеком. Я не видел ни одного короля, который бы матерился, ругался. А видел ли я королей в своей жизни? Я не видел королей, но я видел таких людей, которые зарабатывают больше королей. Они, несмотря на то, что некоторые из них очень-очень знаменитые бандиты, они все равно живут очень интеллигентной жизнью, у них очень ровная судьба, они мягкие, для них важна доброта, честность, душевность. Вы представляете, вот такие люди. Это требования определенного социума, с этим сделать ничего нельзя. Страхи. Я вообще считаю, что если вы хотите заниматься предпринимательством, то единственное, что вам мешает быть эффективным, это страх. Вообще страх – это то, что мешает человеку быть счастливым человеком. Найдите свой страх, преодолейте его. Это важный совет. Человек, который преодолевает страхи, на 100% делает свою жизнь замечательной и хорошей. Не бойтесь закрывать, не бойтесь открывать, не бойтесь создавать, не бойтесь потерять, ничего не бойтесь. Просто прислушивайтесь больше к уму, чем к чувствам. Сердце нас обманывает. Не бойтесь, что кто-то увидит того, что вы боитесь. В этом есть секрет. Если вы боитесь и не показываете этого, то в итоге никто не видит того, что вы боитесь. Поэтому бойтесь, когда вам хочется, только никому не рассказывайте про это. Не показывать тому, что боишься, это основа смелости. Вообще, быть смелым человеком – это то, чему нужно обучать детей. Я считаю, что детей бьют в школе не потому, что они сильные или слабые. Их бьют, потому что у них очень много страхов. Ребенка не нужно обучать агрессивности, ребенка нужно обучать смелости. Таким образом, если ребенок смелый, тогда его никто не будет трогать. Почему? Дети очень тонко чувствуют тех, кто боится. Таким образом, ребенка нужно учить смелости, а не учить хитрости там, и всему остальному. Андрей Андреевич, когда я выйду замуж? Внесла пожертвование. Света, дай мне мой телефон. Андрей Андреевич, посещение на первом... Так, Андрей Андреевич, скажите, когда я выйду замуж, внесла пожертвование. Выйдите замуж в 2019 году или в 2020 году. Скорее всего, это произойдет либо в апреле, либо в сентябре или октябре. Сыну 29 лет, не пьет, не курит, работает. А вот с девушками не везет, до сих пор не женится. Что может быть не так? Спасибо за ваши ответы. Как нести пожертвования, если мы в ДНР? Мужчине не хватает смелости. Женщины любят смелых. Мужчину нужно обучать быть смелым человеком. Конечно же, нужно с ним поговорить и после этого сказать, что если нравится, вообще не стоит переживать вам. Ваш мужчина, которому 28 лет, женится, все в порядке. У нас так было с одним из моих племянников. Никто не верил, что он когда-то женится. Никогда ни на одну женщину он не смотрел. И после этого женился удачно, теперь обожает свою жену. Поэтому, когда они не женятся, не переживайте, еще из мужчин никто холостым не остался. Если вы хотите выучить английский язык, отворачивайтесь. Во-первых, английский язык нужно учить с грамматики. Дальше учить необходимо английский язык, выписав все глаголы. Любой язык нужно изучать, начиная с глаголов. Изучив глаголы, существительные потом лепятся к ним гораздо быстрее. Поэтому нужно изучать английский язык, изучая глаголы. Как глаголы учить? Выписывайте 10 глаголов и каждый день повторяйте эти глаголы, при этом отворачивайтесь в сторону, произносите сначала какую-нибудь небылицу, там,
какие-нибудь слова, которые имеют бессвязную характеристику, любые слова, там, тумбочка, табурет, цветы, стол, потолок, там, рыбы. И после этого читайте то слово, которое вам необходимо изучить. При этом язык нужно изучать громко, поэтому чем громче вы повторяете слова, тем быстрее вы их запомните. Помните, чем сильнее или громче вы повторяете слова, тем быстрее вы будете их изучать. У моей сестренки был аутист 3 года, был нормальным. У нее опускаются руки, и в церковь, как сумасшедшая ходила, и в Питер ездил, ничего не помогает. Если у мальчика стать нормальным, спасибо большое. Да, у мальчика есть шанс быть нормальным. У меня есть в компании препарат, называется Мнемонорм и Магнумцид. Если поить ребенка Мнемонормом на протяжении 6 месяцев, ребенок станет нормальным. Это подтверждается огромным количеством людей, которые уже используют этот препарат в ходе лечения детского аутизма. Мы, родители, ученики вашей школы, 2-я ступень. Поступит ли наша старшая дочь в этом году в университет? Поступит. Как избавиться от пагубной привычки грызть ногти, нарастить ногти? Я не могу внести пожертвования в вебинарной комнате. Там всего одна платежная система, которая не позволяет произвести оплату по моей карте. Может ли добавить Яндекс.Деньги? Там есть Яндекс.Деньги. Хочу приобрести семинар про кубики и дали ваши карты обучиться этому. Получится ли мне этим зарабатывать и зарабатывать? Получится. Добрый вечер. В плохом настроении пожелал себе плохое. Плохое начало сбываться. Как можно помочь, чтобы плохое не сбывалось? Не желать себе плохого. Вы сами отвечаете на свои вопросы. Жить в позитивном настроении, радоваться. Где так? У моей сестренки сын аутист ответил. При чтении книг вы используете метод скорочтения. Как правильно читать, максимально воспринимать информацию? На 3-й ступени дают. Мы, родители, ученики школы, ответил. Вы говорили, что у меня будет свой бизнес. Скажите, пожалуйста, какой бизнес, в каком направлении мне двигаться? Не могу определиться. Изготавливаете продукты питания. Или занимаетесь что-то, что связано с полиграфией и печатанием на бумаге. Веду занятия гимнастикой в гамаках. Почти год занимаюсь массажом Гоша. Хочу обучаться китайским техникам, но разрываюсь, дети маленькие. Какое направление деятельности выбрать мне, массаж или гимнастику? Что даст больше радости, финансовой и душевной? Гимнастика больше даст. Мой сын в Киеве работает в крупной компании айтишником, руководит отделом, но в последнее время чаще задерживает зарплату. Скажите, что делать? Стоит ли выезжать за границу и менять место жительства? Если его берут за границей, пусть устраивается. Он без работы не будет, можете не сомневаться. Андрей Андреевич, как вы думаете, бывшая губернанка у родителей, работников НБУ и учитель физики 10 лет в школе может ли быть няней? Может быть. Это может быть даже хорошей няней. Умной. Как можно попасть лично на прием? Сейчас это сделать невозможно. Как можно попасть на прием по заболеванию эпилепсии? Сколько будет стоить? Я принимаю в городе Киеве, принимаю понедельник, вторник и все. Записывайтесь на этот прием, приезжайте, и после этого я подъеду. В плохом настроении ответил. Когда будет посещение 1-й ступени, ответил. В пятницу на следующей неделе. Едем дальше. Мне когда-то страшно было выступать перед публикой. Мне страшно было первые 200 раз. Потом я привык. Сейчас даже вспоминаю иногда, как это было, и скучаю об этом, адреналине. Мой совет: не бойтесь страхов, делайте то, что вам страшно, 200 раз, потом привыкните. Это проще, чем кажется на первый взгляд. Вообще могу сказать, что это самое простое, что можно придумать, это бояться. Вы знаете, я сейчас, спустя годы, даже скучаю о том, что мне не страшно, когда я выступаю перед публикой. Хотя иногда хотелось бы, чтобы было страшно. Я помню эти чувства, вы знаете, и даже по ними иногда, по этим чувствам иногда тоскую. Мне действительно иногда хочется, чтобы там перед аудиторией мне было страшно, чтобы я начал потеть, чтобы как-то трусило и так далее. Но почему-то это исчезло и теперь не беспокоит. А ведь когда адреналин выделялся, то было больше эйфории какой-то, знаете, то есть эйфорийно так получалось вести вот эти первые ступени, эйфорийно получалось там читать какие-то семинары. На ходу приходили идеи какие-то, а сейчас почему-то это куда-то исчезло. Это у всех такое, у всех абсолютно людей такое было. То есть когда человек говорит, я никогда не боялся, не верьте. Все боялись, это путь один и тот же. Просто когда вы начинаете бояться вновь и вновь и проводить вновь и вновь что-то, то перестанете бояться. Первый раз всегда будет страшно. Ничего не стоит на это даже обращать внимание. Есть такое понятие в спорте: собраться, сгруппироваться и действовать. Так и в нашей жизни. Во время важного решения вам нужно собраться с мыслями,
Сгруппироваться на задачи и стремительно действовать. Не допускайте мыслей, не мечтайте ни о чем и ничего не думайте. Вообще я могу сказать о том, когда вы разрушаете свои желания. Вы их разрушаете в тот момент, когда вы ложитесь спать и начинаете о них усиленно думать. Знайте, если вы вечером о чем-то усиленно думаете, там, о женщине, о мужчине, о бизнесе, об идеях, знайте, этого никогда не произойдет. Вы тем самым это полностью разрушаете. Поэтому, если вы на ночь легли и начинаете продолжать, там, вот так надо сделать, вот так, знайте, так уже не будет. Вы сами это все поломали. Вот 190 высказывание из моей книги «Книга-дневник». Как же сложно общаться с людьми, которые непонятны, не договаривают, не объясняют, вместо существительных используют прилагательные, разговаривают намеками. Товарищи, давайте будем слушать свою речь и становиться понятными. Когда вы разговариваете, то послушайте свою речь как бы со стороны. Она может быть понятна еще кем-то, кроме вас. Давайте предложение будем договаривать до конца. Я хочу прям поаплодировать этим словам. Я так часто встречаю людей, которые, говорят ни о чем и непонятно, такое ощущение создается, как будто они думают, что я должен вот в этом всем найти какую-то информацию. То есть это совершенно между собой бессвязная речь, которая иногда приводит даже к состоянию разочарования. Часто люди ставят сами себе программы. Это слова, которые они произносят в своей речи. Вот некоторый подбор таких слов. Ни у кого не получится, денег ни у кого нет, в нашей стране бизнес делать невозможно, все мужчины одинаковые, человек не сможет изменить свою судьбу, если произносит такие слова программы и живет по ним. Меняйте программы, не произносите их, не верьте в них, изменяйте такие программы навсегда. Валентина Брюнцова. Андрей, скажите, пожалуйста, у меня не слышит ухо, хочу купить шум, но не знаю какой. Конкретно для ушей или для сосудов головного мозга. И тот покупайте. В России у вас бывают курсы и семинары, в России не бывает. Вообще наша школа, это школа, которая проходит через интернет. Вот мне для того, чтобы сейчас читать вам вот этот семинар, мне же не нужно находиться в России или в Молдавии или где-либо еще. Давайте сегодня напишем, кто откуда вообще, кто где находится. В чем наша демография? Давайте напишем в какой стране находитесь и в каком городе. Спасибо за ответ. Какой обряд можно сделать, чтобы продавец выполнил свои обязательства? Ставьте программу, я об этом говорю на первой ступени. Меня хотят сократить на работе, но меня это не волнует. Хочу работать на себя, но не могу определиться с родом деятельности. Подскажите, пожалуйста, чем лучше заняться? Спасибо. Занимайтесь всем, что связано с одеждой. Прохожу курсы по работе в интернете, не могу себя найти. Вы даете. Ученица второй ступени, беременна 34 недели, у ребенка витриноколомегалия. Напишите мне, я скажу, что делать. Германия, Россия, Белгород, Москва, ДНР, Москва, Белоруссия, Жлобин, Кишинев. Тюмень, Днепр. США, Латвия, Киев, Мадрид, Калининград, Крым, Донецк, ДНР, Россия, Воронеж, Омск, Германия, Санкт-Петербург, Россес, Испания, Запорожье. Там вот написала женщина, красивая, не курит, за собой смотрит, будет ли мужчина. Вообще не переживайте, сейчас к лету женитесь, замуж выйдете уже. Херсон, Украина, Канада, Днепр, Киев, Россия, Италия, Калининград, у нас много из Калининграда, Киргизия, Севастополь. Можно научиться писать, говорить могу много и не боюсь публичных выступлений, а вот писать начинаю ступор. А вы разговариваете, я тоже использую программу, которая наговаривает. То есть я разговариваю перед ноутбуком, а после этого появляется текст такой. Иду занятия гимнастики в гамаках, занимайтесь гимнастикой, вам уже ответил. Меня хотят сократить на работе, чем лучше заняться, ответил раньше. Когда будет второе пришествие Бога? Я есть Бог. Вот оно, второе пришествие. Очень зря вы не верите в это, очень зря.
Я вообще всегда говорил, что я являюсь Богом. Доказательства. Есть очень много людей, к которым я приложил руки, и эти люди и встали, пошли, и заговорили, знаете, и больные исцелились, только мертвые пока еще не вставали. Но я гипотетически понимаю, что нужно сделать. Делать просто не буду, потому что это некорректно, знаете. Я могу сказать, что, допустим, гипотетически предположить, вот я второе пришествие Бога на землю. Ну, гипотетически. Сменить тему. Ладно, я не буду об этом говорить. Попросили меня в семье не говорить об этом. Это я уже с офиса скажу когда-нибудь. Когда вы будете проводить еще раз проводы голодных духов? Объявим обязательно в ближайшее время. Тында, Амурская область, Калининград, Россия, Санкт-Петербург. На какой ступени вы убираете практики ментальных сетей? На 3-й. Россия, Республика Марий, Л. Ого. Архангельск. У вас, наверное, уже темно. Санкт-Петербург. Баку, Азербайджан, Бордо, Франция. Светлана, здрасте. Комсомольск на Амуре, Хабаровский край, Россия, Сургут, Винница. Андрей Андреевич, как активировать ваджу? Ее активировать не нужно. Джанкой, я когда-то был в Джанкой, Красноярск, Нижний Тагил, Москва, Мариуполь. Я за дочь переживаю. Красивая, умная, 30, пора бы замуж. Выйдет, не переживайте, выйдет в скором времени причем. Восточный Казахстан, Америка, Лос-Анджелес, Киев. Меня хотят сократить, чем лучше заниматься. Спасибо. Сказал же раньше, слушайте. Ялта, Крым, Киев, Украина, Греция, Перье. Андрей Андреевич, будет ли сегодня посвящение? Не будет. Прошу научите, как избавиться от заикания. Очень прошу. Вытаращивайте глаза. Когда вы заикаетесь, вытаращивайте как можно сильнее глаза. Не останавливайтесь, а вот так вытаращивайте глаза и смотрите вперед. Сразу же заикание будет проходить. Я говорю это серьезно. У мамы диабетическая стопа, рана не заживает 1,5 года. Как можно помочь? Обматывайте соленой салфеткой стопу, а в саму язву капайте инсулин. И все пройдет. На салфетку в рапу наматывайте, там бинт стерилизованный, салфетку в рапу, такую вот очень соленую воду. И сверху обматывайте прямо ногу на 1-2 часа. Подскажите, пожалуйста, будет ли морской курс в сентябре и где? Будет в Крыму. Можете уже сейчас записываться. Нет, в сентябре у нас не будет, да, морского курса. Под знаком вопрос пока. Сейчас будет в мае. Никогда не было официально замужем, но с моим гражданским мужем живем 20 лет. Мне интересно, суждено ли мне когда-нибудь стать официально женой? Встречу ли я такого мужчину? Лариса, договоритесь с вашим мужем, чтобы он все-таки сделал это официальное вам предложение. Не нужно никого искать, вы уже и так живете как муж и жена и имеете право на печать в паспорте. Андрей Андреевич, не знаю, что делать, отслужил в армии, не работать, не учиться не хочет. Что делать? Дайте время. Скорее всего, сейчас начнется весна, влюбится, появится идея что-то делать. Получится зарабатывать с эзотерикой и гаданием? Не было ни одного человека, которого бы не получилось с этим работать. Подскажите, очищать пространство словом пхат можно перед начиткой мантр? Можно. Испания, Валенсия, Башкирия, Нефтекамск, Хановер, Литва. Пожалуйста, можно ли купленные мной вебинары, коды и заклинания давать моей подруге, маме, брату? Подруге нет, маме, брату да. Россия, Углич, попадем ли мы с моим молодым человеком на морской курс? Да. Андрей, создайте, пожалуйста, сайт знакомств. Он есть, это наша социальная сеть в потоке.ком, там есть отдел сайт знакомств. Со дня, как я стал заниматься в эзотерике в вашей школе, жизнь поменялась к лучшему. Стала понимать себя, мечты стали сбываться, появились новые идеи. 2 месяца назад встретил мужчину, с которым появились отношения. На самом деле после этого пересмотрела все свои отношения до этого. Не знаю, доверять ли ему или нет, двоякое чувство. До нашей встречи я была в отношениях с другим мужчиной, у него есть девушка. Буду благодарна, если вам подскажете, что делать. Жить с этим мужчиной, ждать, когда он сделает предложение. Не сделает на самом деле, скорее всего. Но все равно живите. Хочу попросить прощения, хотя понимаю, что вы ни при чем. За то, что воспользовался вашей мантрой из вашей презентации. Мантра 7 ступени, украл ее. Прочитал 1 раз круг четок, хотя прохожу 1-ю ступень. Через несколько дней вывихнул со смещением руку в локте. Скажите, пожалуйста, можно читать это наказание? Мантра начинается с Шива Шакти. Да, если это бесплатно, спасибо за ответ. Друзья мои, вы понимаете,
Пусть это покажется бахвальным, но я могу сказать вам, что я являюсь единственным эффективным эзотериком, на сегодняшний день, наверное, среди огромного количества эзотерических направлений. И есть целый ряд вот таких методов, которые я использую, которые я не дам людям. Почему? Пока не готовы люди. Почему? Потому что для того, чтобы давать вам это, нужно обязательно, чтобы человек был готов. А чему он должен быть готов? Он должен быть добрым, у него не должны быть сдвиги мозга, он должен быть где-то бесчувственным, он не должен быть алкоголиком, знаете, он не должен иметь каких-то лярв внутренних, он не должен быть озабочен чем-то. Дашь человеку какие-нибудь заклинания такие, которые там быстро делают этого человека престижным, быстро создают ему новую судьбу и так далее. А у этого человека лярва, допустим, он все время он бегает по женщинам, он же вообще с ума свихнется, это же дополнительная энергия. У него жизнь будет такая, он будет без конца либо к женщинам, либо бизнес, либо к женщинам, либо к бизнесу. Разрушит огромное количество судеб, в итоге и сам заболеет, понимаете? После этого я просто не даю вот такие методы. Также, если я говорю, допустим, на семинарах, что нужно делать это только тем-то, тем-то, то вот то, что говорю, я это говорю не потому, что мне жалко это подарить, а потому что я это говорю специально. Также видео, которые люди порезали, сейчас я вам покажу, смотрите, несколько раз в год я делаю вот такие бумажечки. Сейчас одну из них достану и вам зачитаю. Вот смотрите. Клятва. Я такой-то, такой-то. Диктую эту клятву Дуйко Андрей Андреевич. Клянусь отдать в обмен за то-то, то-то, который я забираю Дуйко свое здоровье, свои идеи, возникшие ранее, появившиеся в будущем, здоровье своих детей, родителей, свое богатство, богатство родителей, заработанное когда-либо мной и моими близкими людьми деньги, свое везение, везение близких мне людей, свою добродетель, свою молодость и свою жизнь. Клятва начинает работать с момента, когда вот то, что он у меня забрал, будет его. Клятва может быть разорвана с момента возвращения, то, что этот человек забрал у меня, владельцу Дуйко АА. И дальше специальная вот здесь вот стоит штука такая, которая называется эзотерическая подпись. Вот я если ставлю эту подпись вот здесь, то тогда человек который у меня что-либо забрал, мне не жалко ему это отдать, просто он будет отдавать мне больше. Я смотрю вот на видео, которые делают люди в интернете. Это люди, которые у меня не спрашивали, брали 7-ю ступень, резали на куски, выкладывали ее. Или брали какое-нибудь видео и еще куда-нибудь это вкладывали. И я понаписывал вот такие клятвы. То есть люди это подарили, они забрали у меня мой хлеб. Теперь взамен мне они отдают вот то, что, возможно, не так жестоко, как здесь, но они мне обязательно что-то отдают. Мне это удобно. Мне удобно и приятно. А кто вам сказал, что Дуйко занимается только исключительно хорошей магией, скажите? Это от чего у меня щеки такие широкие стали? От хорошей магии, думаете? Я вам могу сказать, что быть грамотным эзотериком – это вообще залог успеха. Я вам прочитал просто не все, и, естественно, такие практики давать не буду. Но я могу вам сказать, что отдается это все. То есть оно отдается, а мной забирается гораздо большим. С эзотериком шутить не стоит. Эзотерик – это тот человек, который, если говорит, то обязательно сделает. Вы понимаете, я не убью никогда человека. Я, скорее всего, не поломаю его и, скорее всего, даже промолчу, если что-то случится. Но я заберу все у него вообще. То есть этот человек обязательно будет жить и существовать. То есть он потом будет каяться, и потом будет просить, и потом, скорее всего, не поймет, но меня это даже касаться не будет. Вы представляете, как это ужасно? Это законы, это клятвы. Когда человек берет без моего спроса, и он это делает, то этот человек дает мне клятву. То есть он у меня забрал и поклялся, что когда он забирал, то отдаст мне взамен, и что он взамен отдаст, это уже... Что я у него заберу. Мне очень нравится, когда у меня что-то воруют. Мне очень нравится, потому что это, очень мне подходит. Я
рад таким людям всегда. И, скорее всего, там, вот как Слава Ищенко, который забрал сайт Kailas.in.ua, я бы мог закрыть сейчас этот сайт, и там знаю, где этот Слава живет и так далее. Но я не буду это делать, даже когда все остальное позакрываю. Почему? Пусть работает, пускай у него все получается. Ведь он работает, думает на себя, а на самом деле все это мое. То есть он будет жить, он будет, скорее всего, кушать вкусно, но его витамины будут моими витаминами. Думаю, что не стоит тратить жизнь на бесценное проведение времени. Думаю, что пусть будет просто очередной шаг в моей жизни. Согласен. Скажите, как избавиться от привязок и лярв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ступень. Белые пятна, что делать, кроме перчиков? Много белых пятен. Белые пятна лечатся эзотерически так. Берете каолин, смешиваете его с росой, которую собирать нужно, и после этого каолин с росой натираете те места, где белые пятна, а порошок, который получается, высыпаете на цветы. Или покупаете каолин, его с водой разводите и на газете по пятнам вводите, и когда вводите, на газету это все падает, порошок высыпаете вот так на растения. Купим ли мы квартиру до 2020 года? Купите. Здравствуйте, как обрести такую же энергетическую силу, колдовские способности, как и у вас? Проходите мои ступени. Я обучаю людей делать то же самое, что делаю сам. Все будет получаться. 12 лет в разводе, живем с сыном в доме. Я хочу спросить у близких. Я добрый человек? Вот рядом сидит Света, она говорит, что я добрый человек. Я сегодня это спрашивал у сына, и у одного и другого, и говорил, я добрый человек или нет? Вот то, что я умею делать, потому что я добрый человек. Один из элементов развития колдовской силы заключается в увеличении внутренней доброты. Вы представляете, до момента, пока человек не становится добрым, он не может развить у себя профессиональную колдовскую силу. Невозможно это сделать. Духовный путь – это путь добродетели. Чем добрее человек, тем выше на духовной лестнице он находится. Иисус Христос, вспомните, он хоть что-то совершил такое, чтобы это было проявлением зла. У него хоть что-то было. Тогда можно ли сказать, что Иисус Христос был высокодуховным существом? Ну, многие же считают, что он был высокодуховным существом. Скажите, какое основное качество было этого человека? Может быть, он отомстил, там, стрельнул в кого-то, закопал, отобрал, там, наказал. Этого же ничего не было. Таким образом, если этого не было, то почему же он был высокодуховным? Он был высокодуховным существом, потому что он умудрился в себе найти внутреннюю добродетель. За счет внутренней добродетели и ее развития у человека, человек стал высокодуховным существом. Хорошо, что вы есть в нашей жизни, как ясное солнышко. О, спасибо. Захвалите меня. Андрей Андреевич за бесценные знания. Спасибо и вам. Итак, раз вы меня хвалите, я обязательно что-нибудь вам дам еще. Итак, много денег и высокое положение в обществе. Для того, чтобы это было у вас, нужно читать на вдохе У-И-Пу, а на выдохе Вада-Куру. У-И-Пу, а на выдохе Вада-Куру. У-И-Пу, а на выдохе Вада-Куру. Андрей Андреевич, мы ученики школы, члены организации. Надоело работать на кого-то. Каким видом бизнеса нам заняться? Поедем ли мы на морской курс в этом году? Очень удобный вид бизнеса сейчас – это полиграфия. Занимайтесь полиграфией, наставьте полиграфически. Купите какое-нибудь оборудование полиграфии, будет получаться. У меня школа ногтевого сервиса, наращивания ресниц. После прохождения задумалась расширять свой бизнес, открыть свой салон, набрать туда людей. Подскажите, стоит ли открывать? Получится? Получится. В этом году можете делать. Все нормально. Подскажите препарат от выпадения волос. Триха потенциалиум. Очень нравится мне. Подскажите, ответил. Дочь познакомилась с парнем в интернете. Такая ситуация не очень хорошая, чем закончится эта история. Не переживайте, дочь не будет страдать. Скорее всего, будет этот мужчина с ней встречаться. Скорее всего, встретиться. И после этого, как встретились, так и разойдутся. Можно ли вылечить от алкоголизма? Можно вылечить от алкоголизма даже при помощи магии. Также я хочу сделать в этом году такие штуки КФС. Это такие пластинки, вот от алкоголизма будет тоже. Я прям вот хочу это сделать, знаю даже как. Подскажите, каким бизнесом можно заняться, чтобы зарабатывать? Любым. Изготовление икры. Вообще есть семена амаранта. Берете семена амаранта, покупаете химическое вещество, которое называется вкус рыбы. После этого варите семена амаранта, они становятся как икринки.
Добавляйте туда оливковое или подсолнечное масло и добавляйте эссенцию, которая очень пахнет рыбой, селедкой или скумбрией или еще чем-то. Фасуйте в баночку. 1 килограмм амаранта стоит очень дешево. Баночка получается с очень-очень вкусным таким маслом. Шарик в шарик. Прямо красивая-красивая икра получается. Может, нам самим заняться? На работе сейчас стало скучно, работа много и коллектив. Сейчас вот в любую страну приезжаешь и хочешь какой-нибудь аджички поесть. Вот в любую страну приезжаешь, кроме Грузии, и хочется покушать какой-нибудь аджички, каких-нибудь соусов, какой-нибудь аджички, за стол садишься, в магазин любой заходишь, хочется там горчички, аджички, еще чего-то. И после этого заходишь, а этого нет. Почему это не делают, до сих пор непонятно. То есть в каких-то больших супермаркетах нет, а в маленьких. Больших есть, вернее, а в маленьких нет. Андрей Андреевич познакомился с мужчиной, воспринимает меня скорее как друга, но у меня есть ощущение, что он мой персональный мужчина. Это так, пожертвование внесла. Это так, все правильно вы считаете, мужчина будет с вами, это называется «я влюбилась», у меня ощущения. Какие ощущения, о чем вы? Нужно не ощущения смотреть. Женщины, будьте женщинами умными, хватит этих ощущений. Ощущения неощутимые. Вообще, ощущения это фигня все. Обращайте внимание на то, вкладывает ли мужчина деньги, хочет ли он чаще с вам звонить, хочет ли он там больше 3 раз в день вам позвонить, отправить сообщение, дарит ли вам там что-нибудь. Вот это ощущение, вот. А такое, я не знаю, ощущения какие-то. Какие ощущения? Не нужны никакие ощущения. Смотрите, человек, который любит, хочет сделать что-то физически для вас. Как часто спит с вами, дарит ли подарки, заботится ли о ваших детях, думает ли о том, что вам там нужно помогать и так далее. Вот они ощущения. Все остальное не ощущения. Все остальное чепуха, обман сердца. В какую сферу идти, если капитала нет? Заходите и изучайте партнерскую программу школы Кайлас и начинайте продвигать мои семинары школы Кайлас в интернете. После этого заработаете на этом деньги. Андрей Андреевич, вопрос, выйду ли я замуж в этом году? Возможно, выйдете замуж, даже не сомневайтесь, все в порядке. Как может получаться, что одни нормально деньги зарабатывают, а тут вот перебиваешься на грани? Я могу подсказать, это связано с тем, что нормальные деньги зарабатывают люди, которые преодолели страхи, которые никого не критикуют, которые не жалуются. Вообще могу вам посоветовать пройти мой семинар в Ютубе, который называется «Магия денег» Андрей Дуйко. Вообще посмотрите его много раз. Посмотрите и сделайте те рекомендации, которые я даю. Вообще, вот всем очень сильно рекомендую. Прямо сегодня, когда это видео отключится, перейдите и просмотрите мою магию денег. Вообще, тем людям, которые под магией денег напишут мне комментарии, я готов даже там, я не знаю, подарок сделать какой-нибудь. Смотрю на вас 2015 года, просила Бога, чтобы он послал мне учителя настоящего. Спасибо вам за все. Большое спасибо и вам, что считаете меня учителем настоящим. Продам ли я в этом году квартиру? Продадите, да, все в порядке. Когда мы хотим есть и начинаем каждую минуту произносить «я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть», а пищи нет, то желание наше усиливается и страдания становятся невыносимыми. Если отвлечься, то голод снижается от того, что мы не думаем о пище. Так и бесконечное думание о деньгах, оно ухудшает состояние человека. Человек начинает страдать. Мой совет, он звучит так. Дорогие товарищи, не нужно так сильно думать о деньгах. Просто верьте, что скоро у вас будут тоже деньги. Потому что вы так искренне от этого страдаете, вот как то письмо, которое написано вот прям с искренностью. Почему не получается заработать? Потому что письмо начинается следующим образом. Почему же есть у многих, что вот получается, а мы здесь перебиваемся? То есть это обвинение, что у одних получается, а у вас не получается. То есть вы уже обвинили кого-то. То есть вы считаете, что они недостойны, чтобы у них получалось, а вы более достойны, но у вас не так, это и так далее. То есть вы уже начали страдать. Меньше думайте об этом, меньше обвиняйте, меньше критикуйте, слушайте то, что я говорю. Ведь это важно услышать, просто никто не слышит.
Ничто так не вредит человеку и его судьбе, как распространение сплетен. Не распространяйте сплетни, от этого будут болеть ваши дети, и судьба у них будет плохой. Это связано с тем, что человек, распространяющий сплетни, сталкивает людей, и между людьми начинается война. За войну отвечает тот человек, кто был первопричиной, а первопричиной будут являться сплетни. Ни борьба, ни принятие, ни искоренение гнева и обидчивости не могут их победить. Ни гнев, ни обидчивость. Победить это все можно, если совершенно не обращать на это все внимание. Такие чувства – это как огонь. Чем сильнее на него дуешь, тем больше огонь. Переступайте, перелетайте, отвлекайтесь. Лучше этого метода ничего не бывает. Все у нас подходит к концу. Я сегодня в 8 часов закончу наш вебинар. Андрей Андреевич, так где будет проходить майский морской курс? Поселок Курортное под Коктебелем, Крыму. Удастся ли в этом году отдать долги? Благодарю вас, да, отдадите. Картами можно ли будет работать с людьми, которые не являются учениками школы? Конечно. Света, ты не знаешь, где эти карты лежат сейчас, нет? Сейчас я посмотрю. Если они лежат в моем портфеле, я вам погадаю. Где-то у меня в портфеле. Ну, тогда и не надо. Андрей Андреевич, приветствую. Пожалуйста, подскажите, какое дело будет радовать и душу, и кошелек? С благодарностью. На сегодняшний день самое простое, чем может заниматься человек, это продавать то, что больше всего требуется спросом. А что же требуется спросом? Смотрите, изготовление продуктов питания всегда интересно. Дальше человеку всегда хочется... У каждого человека есть сотовый телефон. Вот зарядки для сотовых телефонов, там картриджи, там какие-то накладки на сотовые телефоны. Это всегда будет пользоваться спросом. Вообще сейчас зарабатывать деньги достаточно легко. Возьмите, откройте в каждом городе маленький какой-нибудь объект, где будете продавать китайские вот эти китайские какие-нибудь штучки для сотовых телефонов. Зарядки всевозможные и так далее. Кстати, хочу сказать по поводу сотовых телефонов. Я думаю, что на протяжении где-то 2-3 лет, я думаю, что это произойдет даже, может быть, до 2019 года. Я считаю, что сотовые телефоны, те, которыми мы пользуемся, исчезнут. Вот это заявление, да, вот это заявление. Почему? Вместо сотовых телефонов будут другие телефоны, которые будут абсолютно бесплатными. Их начнут продавать уже. Я думаю, что это накануне скоро должно появиться. Их даже назовут как-нибудь там Ки, Мед, там, Конг, Монг и так далее. То есть это будут сотовые телефоны, которые будут заряжены постоянно. И одна особенность этих телефонов будет связана с тем, что они не будут привязаны к вот этим вышкам. То есть сейчас сотовые телефоны привязаны к вышкам, сейчас выйдут такие телефоны, которые к вышкам не будут привязаны. Это через 1 год уже, я думаю, произойдет. То есть обвал произойдет по системам всех абсолютно сотовых провайдеров. Они исчезнут. Как со временем и исчезнут бензиновые двигатели. То есть это все равно перейдет в эпоху электрических двигателей. Это просто разумно уже. В новогоднем семинаре читала мантру на 3 желания. Познакомилась с мужчиной, ура! Он пригласил к себе в гости в Геленджик и перевел на карту 50 000 рублей. Обалдеть, вообще сумасшедший мужчина, конечно. Я сейчас не дочитал, у меня от радости рука дрогнула и прямо аж переключилась. Сейчас. Эх, не смог прочитать. Подскажите, ритуал 12 лет в разводе, живем с сыном, в доме оформленном на мужа, а он живет в квартире, оформленной на... Обещал, вместо алиментов оформил дом для сына. Хотела сделать обмен, но на контакт не идет. Что можно читать и сделать какой-либо обряд? Напишите мне, я напишу для вас обряд. Вот так для всех его не скажу. Доброго дня. Яке ваше ставлення до обряду вінчання? Яка існує заміна йому? Дякую. Никакого. Самое лучшее венчание – это поход и установка печати в паспорт. Вот это самое лучшее венчание. Лучше его не бывает.
Сколько стоят карты? Еще нисколько, они еще не изготовлены. Как так может получаться, что одни нормально зарабатывают, ответил. Кому это нужно, Андрей Андреевич? Это ведь невыгодно никому отказываться от телефонов. Понятия не имею, я ни при чем. Андрей Андреевич, купить ваши семинары. Вообще, самый простой вид бизнеса. Заходите на Дуйко Гуру, ищите партнерская программа. После этого находите в Ютубе семинар, который называется «Андрей Дуйко. Продвижение в партнерской программе». После этого берете и делаете то, чему я обучаю в Ютубе. Все, пишите, изучаете и делаете, и все. После этого вам надо 2 карты, или 2 телефона, или 3 телефона с 3 картами, 3 аккаунта в Фейсбуке, 3 аккаунта ВКонтакте, 3 аккаунта в Одноклассниках, 1 аккаунт в Скайпе, в Вайбере. И после этого ежедневно 5 часов работы. Такую заработную плату вы будете зарабатывать от 1000 долларов. Если работать каждый день 3-4 часа, от 1000 долларов будете зарабатывать. Я могу доказать это. Я прямо готов открыть аккаунт и могу на совершенно чужой аккаунт. Дайте мне свой аккаунт, кто-нибудь, сбросьте мне его. И я с вашего аккаунта покажу, как я смогу заработать. Вы представляете, я буду 1 час тратить на это и заработаю под вашим аккаунтом, как там Лена Петрова там, или еще кто угодно. Сумасшедшие деньги. Продам ли землю? Не продадите. Мы ученики школы. Можем ли отдать кредиты без больших потерь? Сможете. Подскажите, на работе останусь? Останетесь. С мужем нет интимных отношений уже 7 лет. И внимания нет, хотя до рождения детей все было. С чем это связано? Не понимаю, как мне быть, посоветуйте. Нужно представить, будто вы у него из половых органов вот так вытягиваете змейку, которая тянется из сердца. После этого бросаете ее на пол и топчите. А возможно, у вас наступила системная импотенция. Это как бы перенесенный мужской климакс. Можно дать ему препарат Трибулус и Мускус нашей компании, тогда все начинает шевелиться. Работаю в школе, появилось желание открыть свой кабинет, но по оказанию образовательных услуг. Будет ли иметь успех это вид деятельности? Супер будет вообще, не задумывайтесь, делайте. Вообще хочу вам сказать, сейчас есть кризис, некому смотреть за детьми, некому хотят школы для детей с поражением центральной нервной деятельности, там ДЦПшные, хотят для аутистов школ нет каких-то образовательных там психологических реабилитационных центров, которые бы помогали там деткам. Вообще все, что связано с детьми, все, что связано с содержанием детей и стариков, это все, что связано с образованием, это все в любой стране можете открывать, всегда будет куча народу. Прохожу семинар замужества, скажите, выйду я замуж? Конечно, уже выйдете. Будут ли морские курсы осенью? Будут в Черногории. Андрей Андреевич, погадайте, когда наступит мир в моем доме, с уважением, ваша ученица. А он наступит, когда вы перестанете всех грызть. Вот полюбите близких вам людей и перестаньте их грызть. Начинайте их поддерживать. Будет мир вообще. Мир делается одним человеком. То есть человек ходит и улыбается, и говорит, чем тебе помочь, давай я что-то сделаю для тебя. Доходы стабилизируются в этом году или скачки и дальше? Будет ухудшаться. Так хочется стабильности и гармонизации. Посоветую, не будет этого, не будет. Будет ухудшаться, будет ухудшаться. В России экономика будет ухудшаться, в Украине экономика будет ухудшаться. В Украине еще часть страны потеряется сейчас. Вообще ужасно это. Как нужно реагировать женщине правильно, которая оскорбляет на работе? Мужчина, сын директора, незаслуженно. Удивляйтесь, говорит, да что вы говорите? Ой, как вот это да, ну надо же. Или бросайте работу. Подскажите, заряженные купюры можно хранить одну в кошельке, вторую в денежном тайничке? Человеку нужно только одна денежная купюра, она делается одна на одного. Если 2, то ни одна, ни другая работать не будет. Я об этом говорил во время морского курса. Их просто понаделывали и то, а я говорил, одному одна. А там для тайничка, для сейфа, там еще одна куда-нибудь ложится. Мой сын не работает, работу не находит. Когда он работу найдет, лучше в какой бизнес ему внесла пожертвование, благодарю. Пусть занимается всем, что связано с книгами, или занимается всем, что связано с компьютерами, или вообще с железом. То есть железяками любыми занимается, возможно, даже там запчастями для автомобилей будет получаться. Пусть сначала устраивается кому-нибудь.
Живу только от вебинара до вебинара, и под ногами земля горит, но деньги никак не придут. Не страдайте. Работаю, делаю цветы, изготавливаю и сайт, и учусь. Ура, молодец, уже хоть что-то. Веду социальные сети, муж вообще все это бесит, еще гулять начал. Сейчас прям узнала. Встречу я любящего мужчину. Встретите, конечно, Валентину, вообще не переживайте. Дочь познакомилась с парнем в интернете. Хватит писать это, сколько же можно. Андрей Андреевич, спасибо за аудиошумы Ситхи Саунд. Удивительно, сразу же результат получили и продолжаю получать. Пользуйтесь моими шумами Ситхи Саунд, они очень эффективные. Сейчас новые, заклинания 2, очень их рекомендую. Первый, кто говорит, что кто не рисует... понятно, спам начался. Продам земельный участок, продадите. Если учусь, разные взгляды с партнером в бизнесе, начинать свой бизнес, носить ясность, конечно, нужно обязательно договариваться и обязательно делать так, чтобы у вас бизнес был разный. Ученик второй ступени, как начал обучаться у вас, не могу сидеть на месте на работе, уже ничего не интересно. Работать на кого-то уже не хочу, правильно, ни за какие деньги, правильно, постоянно обучаюсь помощь бизнес-среде, правильно, очень хочу бизнес, супер, как вы думаете, получится бизнес, очень хочется. Вот когда человек вот так колбасит, он хочет, получится 100%. Вообще, вот в молодости себя вспоминаю, чем только не занимался. Даже дома рассказывал эти странные смешные истории, даже мясо продавал. Даже мясо возил вагонами, представляете, из Польши в Украину. И там чего только не было. Рестораны открывал. Вот перед вами сидит человек, который киоски открывал, рестораны открывал, потом работал в городском совете и снимал киоски, представляете? То есть мне говорили, найди киоски, за каждый снятый киоск заработаешь деньги. Искал, где находятся киоски, где люди не платят аренду, где нелегально, и после этого создал компанию, снимал. Работал в Министерстве финансов, работал, делал ювелирные супермаркеты, торговал золотом и серебром, торговал бриллиантами, занимался, обучился налоговому какому-то там, не налоговому, а называется таможенный брокер, занимался таможенный декларант, и как таможенный брокер возил товары из Италии и Турции. Дальше занимался продажей хоккейных атрибутов. Дальше занимался открытием ресторанных комплексов Hotter Pub. Дальше открывал большую парикмахерскую, открывал рестораны, участвовал в формировании открытия ресторанов больших глобальных мысливец в Виннице, в Винницкой области. Дальше парикмахерские открывал, спа-салоны открывал, возил материалы из Китая, которые занимаются наращиванием ресниц, ногтей и так далее, ставил. Дальше эзотерическим направлением занимаюсь, тибетской формулой. В тибетской формуле сейчас собираюсь пластыри делать. У меня постоянно есть что делать. И вы знаете, идей еще больше, потому что я хочу делать бутылочки в Украине, хочу делать там целую кучу всего, заниматься упаковкой, хочу оборудование покупать, там тубы начать выпускать. Хочу сделать тубы и хочу каждую тубу сделать аджику. Мне так нравятся разные специи, хочу, чтобы индийские и тайские специи продавались на территории всех стран. Ну вот, мне для этого нужно купить оборудование, которое будет тюбетировать это все. Мне надо оборудование, чтобы печатало на тубе и сразу же выпускало эту тубу. Вот сейчас занимаюсь подборкой этого оборудования. Нужен специалист, который мог бы посоветовать, что купить. Хочу заняться отельным бизнесом. А недвижимость можно заниматься в этом году? Принесет ли большую прибыль? От души благодарю вас. Вот эти несколько лет, они будут еще такие падающие, а потом пойдет плавно вверх. Сейчас вот эти года, они самые сложные. Вот этот год, следующий год, еще потом один год. Потом плавно это все начнет улучшаться. Очень много всего изменится. Поверьте, жизнь станет лучше, но вот видите, придется все-таки пережить вот этот хаос, который сейчас есть. Получится ли развить свой бизнес до невероятных высот? Как скоро? Благодарю. Слово «как скоро», когда человек говорит «до невероятных высот», невозможно говорить. Почему? Невероятные высоты – это значит, вы с 7 часов начинаете и заканчиваете в 11 часов. При этом сами делаете большую основу работы, всей причем. Когда я открывал тибетскую формулу, я начинал принимать людей в 9 часов утра, в обед я читал в 11 семинары, потом целый день принимал и заканчивал вечером, без субботы и воскресенья, 3 года подряд.
3 года подряд. За это время было там 10-15 тысяч человек, там 20 тысяч человек принято в ряды тибетской формулы. При этом я еще постоянно занимался этим, постоянно искал, и поиск этот не заканчивался. То есть нужно было много предпринять решений. Тогда вот он плавно начал вырастать. Я могу 100% сказать, от первого вложенного доллара до первого заработанного миллиона минимально проходит 7 лет, если человек работает по 11 часов в сутки. В случае, если вы работаете эффективно, то тогда за 7 лет вы заработаете. Здесь не нужны высоты. Здесь вы славы хотите или денег. То есть вы даже сейчас формируете неправильно. Высоких высот это неправильно. Нужно, когда я заработаю свои там 1 миллион или там 10 миллионов, первый миллион зарабатывается за 7 лет, второй за 3,5 года, третий миллион зарабатывается еще за более короткий срок. Но 7 лет это минимальный цикл. Не бывает так, чтобы быстрее. Бывает, наверное, если человек в «Газпроме» работает начальник. Программирование 2018 года, после того, как елочку разобрали, сидим на табуретках, час с открытыми или закрытыми глазами, закрытыми. В этом году цель трехкомнатную для сына. Скажите, пожалуйста, исполнится моя мечта? Исполнится. Продадим участок в этом году? Не продадите. Стоит ли сыну ехать летом в Китай или Вьетнам? Плохо переносит жару. И получится ли? Получится, пусть едет. Андрей Андреевич, изучаю астрологию, очень нравится. Смогу ли я на этих знаниях зарабатывать? Сможете. Хочу заняться будівництвом будинків, квартир, чи получится цього року реализовать? Скорее всего, не особо. Класс, вы очень мудрый человек, спасибо огромное. Все, я читаю последнее свое сообщение, и мы будем заканчивать семинар. Продам дом? Продашь, да. Разочарованный жизнью человек боится смерти. Удовлетворенный жизнью человек не боится умереть. Он удовлетворен. Смысл проживания на земле заключается в получении удовлетворения от своей жизни и понимания этого удовлетворения. Удовлетворения не может быть, если нет осознанности. Поэтому, дорогие мои товарищи, получайте от жизни удовольствие. Тогда, получая от жизни удовольствие от всего, вы должны знать, что получать от жизни удовольствие невозможно, если не испытывать восхищение, удивление и радость. В каком году выйду я замуж? Город Москва. Зачем мне это говорить? Мой муж когда-нибудь бросит пить? Зовут Юрий, ваша ученица. Бросит пить. Помогаю ваши вебинары изучения астрологии. На мир смотришь совсем другими глазами. В семье мир и покой. Спасибо. Все, пусть будет у всех мир и покой. Будет ли у меня второй ребенок? Будет. Сын хочет остаться в армии по контракту. Правильно поступает? Правильно. На первой ступени говорили про коробку для мелочи. Можно любую коробку? Можно. Швеция тоже с вами. Спасибо. Попадет ли мой брат под амнистию? Ученица второй ступени не попадет. Будут ли дети у младшей дочки? Будут. Скоро лето. Подскажите для девушек ритуал для стройности. Рисуйте букву «Н» на животе. В Тибете есть или была особая книга, где фиксируются особые духовные события? В частности, хороший вопрос. В частности, там есть описание битвы монахов Пересвета и Челубея. О каком духовном событии идет речь? Идет речь о событии, которое называется маразм. Маразм крепчал, и танки наши быстрые. Это вот события, которые придумали люди в психиатрической клинике. Не было никогда тибетских книг, в котором был бы Челубей. Вообще, о чем вы говорите? Что за бред? Не было никаких книг, в которых были события. Были Бардо Тодол, книга мертвых написана. Была книга Вардурьян Бол, Хантхапс, там всевозможные синие берилы, голубые берилы и так далее. Также свод Кагью, свод Золотолотосовая сутра. Вот эти своды были, они были написаны в виде книг. Никаких книг, которые там будущее предсказывают, кроме Бордо, не было написано. Там в Бардо Тодол есть какие-то слова. Была грубо книга, которую спрятали, типа хроники. Но это гипотетическая, и ее никто не видел. Там внутри, в кулуарах буддистов говорят о том, что она существует, но ее никто не видит. Во всем есть мифы. Вот у буддистов считается, есть такой миф, в
буддизме есть такое понятие, которое называется розовые капли. То есть если человек один раз одну розовую каплю выпьет, которую там слезы Будды и там еще что-то, то тогда он всегда будет бессмертным. Там в конфуцианстве есть там какой-то корень переспела какого-то, который если найти, каждый день принимать, будешь жить вечно. Это все миф. Это все миф. Это все не подтверждено. Все ерунда. Не забивайте себе голову мифами и сказками. Ваша ученица год после отравления, не могу никак восстановить стул по-большому. Врачи лечат, а результата нет. Пейте каолин, и все, у вас будет все хорошо. А вот вы смешите. Смешнее. А логику или смекалку проявить? Ой, боже мой, снова спам. Выйдите замуж, уже ответил. Что делать, если человек во сне страж кричит? Спасибо. Попоите магнумцитом, перестанет. Уже началось лечение. Все, стула нет, результата нет, уже ответил. Андрей Андреевич, большое спасибо за шумы. Сразу получила результат. Спасибо. Я сейчас закончу читать вам вот этот семинар. Но после отключения не разбегайтесь. После отключения обязательно понаходитесь еще здесь, познакомьтесь между собой, напишите холостая, холостой, может быть, между вами возникнет какой-нибудь любовь или там какое-нибудь событие. Также хочу сказать, что хочу еще раз проанонсировать морской курс. Морской курс будет проходить в мае. У нас морской курс будет необычный, приглашаю всех желающих. Это возможность вылечиться, полечить свое здоровье, а также улучшить финансовое состояние, а также изменить свою судьбу в лучшую сторону. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Будьте здоровы.